Итак, 12 роликов позади. Первый плейлист об управлении компаниями и бизнесом готов. За это время я поделился с вами, зрители, 25 годами своего опыта в промышленности. Мы разобрали, как принципы управления менялись с 2001 по 2026 год и почему эти изменения пошли нам пока во вред. Поняли, как эффективный менеджмент разрушал заводы и целые отрасли. Сравнили эффективный менеджмент с механикой индустриального рывка 1929-1954 годов. И в итоговом ролике разобрали 4 этапа создания и внедрения архитектуры управления для бизнеса и компании. Казалось бы, вроде бы все. Все у нас есть, инструменты работают, опыт накоплен. Но остается один вопрос, самый главный. Почему, имея в руках работающие инструменты управления, имея нефть, газ, имея умных людей, как страна до сих пор не может построить эффективную промышленность? Кто-то скажет санкции, кто-то наследие с 90-х или СССР, кто-то мировой заговор. А я предположу другой вариант ответа. Все эти доводы, конечно, тоже верны и они влияют. Но главная причина, на мой взгляд, это отсутствие системного управления. Будь то отдел, компания, отрасль или страна в целом. Как инженер я верю в системы, которые, если правильно спроектированы для рынка и его потребностей, через правильные бизнес и технологические процессы, то они приносят отличные результаты и благополучие людям, работающих внутри этих систем управления. Для компании я сначала создаю логичную архитектуру управления. Это главный каркас управления, который приносит прибыль и делает компанию управляемой. Первые 12 серий из этого первого плейлиста были как раз о системе для управления компанией или бизнесом. Если какая-то система не приносит результата, значит она спроектирована неправильно. Или в ней сломан какой-то управленческий код. Сегодня мы проведем аудит самого сложного и дорогого субъекта управления в этой стране. Этот субъект – система управления Российской Федерации. Заказчик этой системы – каждый из жителей нашей страны. Судя по откликам на первые 2 серии из этой трилогии о макроуправлении, тема сейчас необходимая для дискуссии. Поэтому к вашему вниманию 3-й шаг, и он заключительный по теме макроуправления. Я возьму свою методологию, которую обычно использую при оптимизации управленческих процессов на заводах или в компаниях, и мы посмотрим с помощью ее на целую страну. Сегодня ролик-эксперимент. Разбор системы управления России через 4 элемента архитектуры управления компаниями. Цель – понять, почему машина буксует и можно ли починить ее теми же инструментами, которыми мы чиним бизнес, компании или производство. Смотрите обязательно ролик до конца. Сначала аудит, потом выводы и решения для реинжиниринга. Архитектуры управления целой страной России. Я разберу положение о субъектах управления Российской Федерации, их зоны ответственности, планы, отчеты и результаты. Проанализируем бюджет страны, посмотрим вместе с вами статьи доходов и расходов. Разберемся, а есть ли доходы, кроме нефтяных, и если да, то какие. Все покажу на цифрах из официальных документов правительства. Также возьму для аудита статистику, планы, цели, проекты и показатели Минпромторга. Ведь нас, думаю, больше интересует развитие именно промышленного сектора, там, где должны создавать добавленную стоимость. Просто продажа сырья – это как-то скучно и путь в никуда, если мы, конечно, хотим развиваться. После того, как вы увидите мой алгоритм и то, как я провожу анализ каркаса управления и его процессов, вы при желании сможете самостоятельно провести такой же аудит по другим министерствам или внутри своей компании или бизнеса. Весь анализ только на базе открытых источников, никаких домыслов, только то, что правительство публикует само о себе. Думаю, будет интересно. Полагаю, мы первые, кто выносит такую дискуссию в открытое поле. Готовы увидеть страну изнутри через аудит управленческих бизнес-процессов по документам, которые она сама про себя написала? Поехали! Давайте на чистоту. Любая крупная корпорация, будь то Росатом или РЖД, устроена сложнее, чем большинство частных или нечастных маленьких заводов. А страна – это большой холдинг, который включает в себя множество таких корпораций. И как в любом холдинге, в нем либо есть единая архитектура управления, либо есть хаос, прикрытый красивыми отчетами и бюрократией. У нас с вами есть инструмент для проверки. Это 4 блока, которые мы детально разобрали в 12 ролике. Ссылка вверху на экране. Давайте наложим их на государство для нашего эксперимента аудита управленческих процессов. И мы будем смотреть через 4 блока архитектуры управления. Первый блок – это оргструктура. Оргструктура по потокам. Ну, потоки – это потоки создания продуктов
или услуг компании, бизнеса. То есть первый элемент — это структура по потокам, элемент 1. Второй элемент — это планирование. Планирование. Это элемент номер 2. Третий элемент — это фин-модель. Фин-модель. Это интеграция БДР и БДДС, если брать бизнес, и баланса с производственной программой, либо планом продаж. И четвертый элемент — это операционная деятельность. Операционная деятельность. Это управление, когда мы все эти три инструмента собираем в любом бизнесе или компании, этим нужно управлять через операционную деятельность, через четвертый инструмент, ну или блок. И вот из 4 блоков состоит архитектура управления, и через парадигму этих 4 инструментов мы сегодня будем проводить аудит нашей страны. В здоровой корпорации все эти 4 блока работают в жесткой связке, и они дополняют друг друга. В хромающей корпорации либо какой-то блок, либо, может быть, все блоки отсутствуют. Тогда получается чистая имитация бурной деятельности в такой компании. Давайте проверим государство по каждому из этих 4 блоков. Только факты по их же данным, как инженеры или как проектировщики. Сразу предупреждаю, я не буду говорить про политическую волю. Это на других каналах и площадках. Я буду говорить про системные ошибки спроектированной архитектуры управления. Это разные вещи, управленческий инжиниринг и политика, хоть они и соприкасаются между собой. Ну и еще раз хочу напомнить, в правильной архитектуре структура строится вдоль потока создания ценности. У нас в бизнесе это договор с клиентом, договор выполнен, деньги получили. У государства другой жизненный цикл страны. Это потребность гражданина, она должна быть удовлетворена, ну и выполнена. Мы получаем довольного гражданина. Соответственно, у государства ценность — это качество жизни наших граждан и развитие экономики. Поток должен быть потребность, повторюсь, гражданина, удовлетворенность этой потребности. Ну, давайте посмотрим на структуру правительства Российской Федерации и что мы видим у себя на мониторе. Это классическая функциональная организационная структура по вертикалям власти. Это законодательная власть, исполнительная и судебная власть. То есть здесь все распределено по 3 вертикалям и по кубикам функциям. Это Совет Федерации, Государственная Дума, правительство, министерство, агентство, службы, Конституционный суд и Верховный суд. Вот такая функциональная оргструктура Российской Федерации. Давайте перейдем теперь на их официальный сайт и посмотрим, из чего же состоит правительство и исполнительная власть, да, правительство Российской Федерации. И начнем наш анализ. Вот мы открываем сайт правительства России, смотрим Министерство внутренних дел, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, ну это МЧС, МИД, Министерство иностранных дел, Министерство обороны Российской Федерации, Минюст, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Министерство науки и высшего образования, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Вот Министерство наше промышленности и торговли Российской Федерации. В него также входит Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Росстандарт, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минсельхоз, сельское хозяйство, Министерство спорта, Министерство строительства и ЖКХ, Министерство транспорта Российской Федерации, тут множество федеральных агентств, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Минтруд, Министерство финансов, казначейство, Министерство цифрового развития. Вот, кстати, в Министерство цифрового развития входит Роскомнадзор, Министерство экономического развития
и в нем же почему-то Федеральная государственная служба Росстат. Хотя если брать, ну это мы дальше в выводах обсудим, статистика и отчеты, они должны быть вне объектов, вернее, в данном случае субъектов управления. Это должна быть функция независимая, как Росстат, Роспатент, Росаккредитация. Она не может находиться внутри Минэкономразвития и Министерства энергетики Российской Федерации, Минэнерго. Вот из таких министерств в рамках, вернусь, нашей структуры, это вот правительство во главе с председателем правительства. Вот этот кубик посередине, да. Но мы сегодня сконцентрируемся все-таки больше на Минпромторге. Мы сейчас зайдем на сайт правительства. Вот Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Отвечает за поручение правительства министерству, решения правительства, подготовленные министерством, законопроекты, внесенные в правительство министерством, и результаты работы министерства. Ну, министр, кто сейчас вы видите, да. И вот на главной странице обозначены проекты. Международная кооперация и экспорт. Я потом покажу, что это за проект. Новые технологии сбережения здоровья. Каким образом к Министерству промышленности относится, вообще непонятно. Беспилотные авиационные системы, средства производства автоматизации, промышленное обеспечение транспортной мобильности и новые материалы и химия. Это вот, я так понимаю, нацпроекты в рамках Министерства промышленности. Я открывал другие министерства, а там точно так же в рамках каждого министерства есть свои нацпроекты. Почитайте, кому интересно, сами углубитесь, на это время тратить не будем. Кто захочет детально, повторюсь, может изучить во вкладке на каждое министерство, эти нацпроекты есть. Ну и давайте погрузимся непосредственно в Минпромторг. Миссия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Мы развиваем отечественную промышленность и гарантируем технологический суверенитет России. Я скачал положение. Как мы знаем, в бизнесе и в компании в любой есть положение подразделения или функции компании. Ну, что такое подразделение? Это как конструкторское, например, бюро производства, там закупки, складское хозяйство, какие-то неокро подразделения, главный инженер и так далее, и так далее. Соответственно, в бизнесе, в компаниях есть положение об отделах. Я потом для примера открою, мы с вами прям сравним. Сейчас я зачитаю сначала текущее положение о Минпромторге и открою потом вам положение конструкторского бюро на предприятии в 500 человек. И вы почувствуете контраст, что написано здесь в постановлении правительства, да, 2008 года, и что написано на производственном предприятии, а что же должно делать конструкторское бюро. Это тоже техническое подразделение, наподобие Министерства промышленности. Это, по сути, техническое подразделение, но только в рамках страны. Так, я специально скачал отдельно положение о правительстве. Сейчас, так, секунду. Положение о правительстве. Еще раз покажу вам, да, что это официальный сайт. Вот контур норматив, это как точно такой же есть сайт Консультант Плюс. Все официальные документы о правительстве точно так же можете детально открыть, ознакомиться о любом министерстве. И для удобства работы я просто отсюда, да, скачал, выделил, за что же отвечает Министерство промышленности. Мы сейчас с вами вместе почитаем. Так, подписан, вот вы видите, 5 июня 2008 года положение, достаточно старое. Общее положение. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, он же Минпромторг России, является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке. Выделил специально жирным слова, увидите, это слова, они все связаны с процессом, а не результатом. Чтобы вы поняли, о чем я говорю, есть такая технология
многие наверняка знакомы, это смарт. То есть задачи должны ставиться по смарту. Они должны быть конкретными, то есть что нужно получить в результате выполнения задач. Следующий шаг, они должны быть измеримыми. Чем будем измерять результат, в каких единицах, килограммах, рублях, штуках. Ну, штуки опять же должны быть, если мы написали, что мы сделаем 3 зеленых трактора и 2 красных, то мы должны сделать 3 зеленых и 2 красных, а не сделать 10 зеленых и вообще другой модели трактора. Поэтому здесь вот как раз об этом, что мы должны понимать, что мы измеряем в таких-то единицах, делаем таких-то 3 зеленых трактора и 2 красных. Как будем измерять, сколько раз будем измерять. Следующий показатель, они должны быть достижимы. Или необходимые ресурсы у нас есть для достижения результата. То есть, если мы затеяли какой-то проект, как у них там нацпроекты, или то, что мы сейчас будем читать у них положение, а мы должны понимать, а есть у нас для достижения наших целей эти ресурсы. Задачи должны быть актуальными. То есть, зачем компании, подразделению, мы это делаем вообще. Вот для чего? Цель какая основная? Что от этого получит потребитель, заказчик, клиент? Ориентирован во времени, то есть когда это должно быть готово, то есть старт, окончание и точки контроля. Вот есть еще немного детальней, да. Смотрите, вот согласованная цель, это 4-й пункт. Цели должны соотноситься с другими, более общими, а также со стратегическими целями, работать на их достижение. То есть, если цель ставит, например, Министерство промышленности или там Министерство энергетики, они должны понимать, как они влияют, эти цели, когда они ставят в рамках своих планов, стратегий и положения об отделах, как они влияют в целом на все министерства. Поэтому я и показываю, что очень важно, что цель должна быть согласованная. Это очень прям важно, и на это нужно обращать внимание. Поэтому сейчас вы понимаете, что такое смарт-задачи, и мы под уже парадигмой, да, будем проводить рентген положения о Министерстве промышленности, понимая, что положение должно быть по смарту написано, а не на процесс. То есть является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплекса, промышленности строительных материалов, строительных конструкций, энергосбережения, повышения энергетической эффективности при обороте товаров, область развития авиационной техники, экспериментальной авиации, технической регуляции, бла-бла-бла. Интернет, они должны транслировать, чем они вообще занимаются, общественное питание, бытовое обслуживание. То есть вы можете детально потом все это изучить, остановите на стоп ролик и можете прямо это прочитать, кому более детально хочется понять, чем же занимается Министерство промышленности. Дальше. Функцию по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере машиностроения, металлургии, химии, фармацевтики, биотехнологической, медицинской, легкой, лесной, целлюлозно-электронной, бла-бла-бла. То есть они делают функции по оказанию государственных услуг. Каких услуг для этих? Ну, тут по смарту непонятно. Дальше идет функции по поддержке экспорта промышленной продукции. По поддержке. Что такое поддержки? Поддержать нужно, постоять. Или как поддержать? Далее вот тут выставочная, ярмарочная деятельность. То есть они проводят ярмарки и выставки. Такой пункт как бы, ну опять не по смарту. То есть поддержать процесс. Функции федерального органа по техническому регулированию. Обычно в компаниях, если производство, да, взять, ну, в нашем случае Министерство промышленности это производитель, создатель. Регулирования технического никакого в производстве не должно быть. Есть отдельные службы, которые настраивают мерительный инструмент, регулируют станки, подготавливают станки. То есть это точно не функционал производства. Соответственно, и здесь техническим регулированием, может, я что-то не понимаю, но что они подразумевают под регулированием, здесь не понятно. Вот, дальше что?
Дальше они координируют деятельность в сфере обращения лекарственных средств в части производства лекарственных средств. Мне непонятно, почему Министерство промышленности этим занимается. Мне кажется, это какое-то должно отдельное министерство заниматься, здравоохранение или какое, которое понимает в специфике. Смешивать все в промышленности, м, ну, опять же, если брать на компанию, то есть, например, производство у нас изготавливает, ну, допустим, шкафы, и параллельно шкафам производство должно изготавливать еще лекарства в этом цеху. Не понимаю. Предоставление в электронном виде сведений о фармацевтических инспекторах для формирования реестра фармацевтических инспекторов государств. Тоже не понимаю. Это отдельная какая-то должна быть служба, министерство в другом подразделении. Координация, контроль агентства по техническому регулированию метрологии. В производстве и в бизнесе всегда метрологическая служба это находится независимо от производителя услуг, от исполнителя, да. А в нашем случае Минпромторг это исполнительная функция, а исполнительная функция она должна исполнять. То есть метрологией она заниматься не должна. Это должен быть отдельный какой-то орган, я не знаю, при Академии наук, отдельная какая-то инстанция. Не могу сказать, но точно Минпромторг этим не должен заниматься. Он должен выполнять свои полномочия. Вот, кстати, мы до них дошли. Вносит правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, нормативных правовых актов. Ну, во-первых, он исполнитель, то есть он должен сделать так, чтобы промышленность работала. Какие проекты и законы он должен вносить? Сам себе, когда напишешь законы, ты их сам себе и будешь нарушать. Точно так не работает. В производстве всегда есть технологию, да, пишут технологии, которые исполняют в производстве при выполнении тех или иных операций. Конструкторская документация, если какие-то ГОСТы, да, а производство тупо исполняет. Она сама себе метрологию там не проводит. Вот здесь тоже какие-то есть дисбалансы в зонах ответственности. Порядок регистрации образцов изделий народных художественных промыслов в качестве образцов изделий народных художественных промыслов, признанных художественного достоинства. То есть какие-то художественные промыслы. Зачем тогда Министерство культуры? Непонятно. Тоже как бы здесь вопрос. Дальше идем. Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследования испытаний, измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения принятого Министерством техрегламента. Опять какие-то образцы. Ну, в производстве есть отдельная лаборатория, для которого варят сварочный стык образец и везут в лабораторию в независимую структуру для испытаний. Ни в коей мере производство само себе не испытывает. Если она себе начнет испытывать, то она будет нарушать технологии сварки, и, не дай бог, может произойти разрыв этого сварного шва. Поэтому это точно функция не Минпромторга. Так, идем дальше. Все читать не будем, а только то, что вот вам будет интересно, я выделил. Порядок и условия предоставления документов национальной системы стандартизации государственным библиотекам и библиотекам Российской академии наук и других академий. Опять помесь, этим должно заниматься отдельно Академия наук, либо Министерство науки и образования. Что это здесь делает? И они еще и порядок и условия предоставляют, и еще и стандартизация. Точно нет. На примере производства точно так же я могу сказать, что то есть я как бы так, библиотеки, это архив, да, то есть я иду в технический архив, и я делаю порядок и условия предоставления документов этому архиву. Зачем, как? В производстве так не работает, и здесь тоже какое-то недопонимание по функционалу. Федеральное авиационное правило, устанавливающее порядок проведения обязательных аттестаций авиационного персонала. Аттестация авиационного персонала. Какого имеет отношение к аттестации авиационного персонала Министерство промышленности? Непонятно, вообще непонятно. Опять вернусь к производству сразу, чтобы был контраст. То есть, например, мы делаем шкафы, как я вам сказал. Там еще фармацевтика, помните, была. То есть мы с вами уже и из материала что-то изготавливаем. И еще мы давайте с вами будем аттестовывать, например, ремонтика службы главного инженера.
которые не относятся к производству вообще. Главный инженер занимается поддержкой эксплуатацией всего предприятия, да. И мы, производственники, делаем правила для главного инженера, как он должен аттестовывать своих специалистов, которые ведут, я не знаю, электроснабжение, теплоснабжение. Путаница полная. Такое ощущение, что чем исторически кто-то занимался в Минпромторге, вот под человека должность написали. Дальше идет перечень организации розничной торговли. Торговля и промышленность — это вообще должны быть разные две структуры, потому что потом дальше покажу. По Адизису производство — это П-производитель, а торговля — это все-таки и витамин Е, и А. Кто смотрел предыдущие ролики, понимает, о чем я говорю. Я дальше более детально раскрою. И вот смотрите, осуществляет, организует и проводит расследование авиационных происшествий с экспериментальными воздушными судами. Какое имеет отношение к происшествиям воздушных судов? То есть у главного инженера прорвало трубу или там сгорел трансформатор, я должен снять станочника и сварщика и мастера и отправить на участок главному инженеру, чтобы проверили, а почему трансформатор сгорел. Тут некомпетенции не может быть в производстве. Точно так же и здесь нет компетенции. Не знаю, что это такое. Государственный реестр аэродромов, ветродромов. Вообще непонятно. Государственный реестр заключения соответствия производителя лекарственных средств. Тоже непонятно, уже обсуждали. Распределение инструментов обороны, находящихся под специальным контролем для производства наркотических средств и психотропных веществ по организациям. Что это вообще такое? Какие психотропные, какие наркотические средства? Вообще непонятно. Не знаю, как промышленность должна заниматься наркотиками и психотропными. Дальше идет орган управления использования атомной энергии, радиационные источники, ядерные материалы. Росатом — отдельная структура, которая не подчиняется ни одному из министерств. Какое имеет отношение? Дублирование функций. В пределах своих полномочий координацию разработки, производства, испытания авиационной техники и создания новых авиационных технологий. Ну, понятно, вот предыдущий министр занимался авиационной техникой, вот они в пределах своих полномочий координацию разработки и ведут уже с 2012 года. Государственное регулирование деятельности в области экспериментальной авиации. Не понимаю. Выдачу лицензий и других разрешительных документов на осуществление экспортно-импортных операций с отдельными видами товара. То есть они определяют экспорт. Почему они определяют? У нас экспорт есть и по другим министерствам. Это как-то экспортом должна какая-то отдельная структура вообще заниматься. Со всех министерств забрать вот эту экспортную историю. Кто-то один должен заниматься. Так. В основной сфере деятельности координация стимулировать техническое перевооружение, модернизация производства технических комплексов, осуществляющих обработку, утилизацию, обезвреживание отходов производства и потребления, твердый коммунальный... это вот эти мусорные заводы, которыми занимался предыдущий министр. Понятно. Вот поэтому этот пункт здесь и есть. Ну, знаете, все это так выглядит, как будто вот чем занимается последние там много лет в Минпромторге, то они себе в положении написали, опять же, в виде процесса. Так, не буду дальше все это читать. Я вам просто покажу функционал. Функционал министра, то есть непосредственно функционал министра промышленности. Вот смотрите. Министр, пункт 10. Это вы сами тоже можете открыть. Распределяет обязанности между своими заместителями. Утверждает положение структурных подразделений центрального аппарата и загранаппарата министерства. В установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности работников центрального аппарата. Решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной службы в министерстве. Утверждает структуру, штатное расписание центрального аппарата. Утверждает ежегодный план работы и показатели деятельности подведомственного Министерства Федерального агентства. Вносит в правительство предложение о фонде оплаты труда, то есть сколько будет платить сотрудникам Минпромторга. Вносит правительство Российской Федерации о назначении на должность, освобождение должности замминистров.
предложение по формированию федерального бюджета и финансированию министерства. Вот, кстати, потом отдельно в выводах скажу, когда я проводил анализ, я понимаю, что все финансовые составляющие нужно выводить. Потому что, вот посмотрите, опять на производство перекинемся. Производство деньги не получает, она производит продукцию. И министерство любое за тот кусок, который она отвечает, она должна, как исполнительная власть, выполнять планы, производить. Бюджета у них вообще не должно быть. Это должен быть а-ля там какой-то в Академии наук и там Госплан 2.0 на верхнем уровне все спланировано, спущено вниз исполнительной власти любому из министерства. У них не должно быть никаких бюджетов, никаких вот этих нацпроектов. Их все нужно вывести отсюда. Это исполнительная власть, которая должна ездить по России и поддерживать малый и средний бизнес, промышленность и все предприятия по тем направлениям, которые они там вверху писали, чтобы они работали, получали кредиты, как в Китае, под 0,5%, целенаправленные деньги, помогать как бы распределять, но не через них деньги должны идти. Это отдельный орган, наподобие там, не знаю, как служба закупок, да, есть и служба финансов в производстве. Точно так же. Производство должно изготавливать. Никаких не должно быть здесь бюджетов, финансирования. Так, нормативные правовые акты читали. Предложение создания организации ликвидации федеральных государственных предприятий и учреждений. Дает поручение подведомственному министерству федеральному агентству. Так, назначает на должность, освобождает от должностей руководителей, заместителей руководителей территориальных органов министерства, назначает на должность, освобождает от должности. Если коротко, что мы с вами увидели? Мы увидели, это просто функции. О результатах по смарту в положении ничего не написано. Где показатели, сколько заводов должно быть построено, сколько станков выпущено, сколько инженеров подготовлено. Вот этот пункт 10 да, о министре, да, за что, ну как он организовывает деятельность и за что он отвечает. Все это выглядит, что должность министра промышленности это или начальника отдела кадров какого-то крупного холдинга. Где здесь инженерная компетенция в положении и его зонах ответственности? Где ответственность за то, что станкостроение упало там на 80% за последние там 25 лет? Вот она, бюрократия, зафиксирована в официальном документе. Все вам показал. Человек на этой должности может всю жизнь просидеть в кабинетах, ни разу не зайти в цех и при этом формально, идеально выполнять свои обязанности по этим пунктам. А заводы тем временем останавливаются, сокращаются штаты, ну штат я имею в виду сотрудников, или вообще банкротятся. И подытожу эту часть, да, чтобы вот вы контраст увидели. Вот я вам сейчас показал положение исполнительной власти, да, это как производство в производственной компании. В данном случае Министерство промышленности это как производство в правительстве Российской Федерации. И вот я вам покажу положение о конструкторском бюро. Повторюсь, предприятие всего лишь там, в 400 или 500 человек. Вот смотрите, положение о конструкторском бюро. То есть тут подписывают с других служб, то есть с других министерств они подписывают, согласовывают. Здесь есть номенклатура работ, функции, виды направления деятельности, перечень иных подразделений, с кем взаимодействуют, периодичность и порядок пересмотра положения о конструкторском бюро. Хочу заметить, что в производстве и в бизнесе изменение положений идет либо раз в год, либо минимум, там зависит от размеров предприятия, раз в 3 года. Там мы видим с 2008 года положение существует. Сегодня уже 2026, с ним явно надо работать. О чем написано здесь? Смотрите, настоящее положение о конструкторском бюро разработано с учетом требований норм и правил таких-то, ну это атомная тематика, НП-01. Дальше, конструкторское бюро является отдельным структурным подразделением, подчиняется непосредственно директору. Конструкторское бюро, пункт 1.3, выполняет работы по разработке и проектированию продукции от технического задания и эскизного проекта до рабочей конструкторской документации. Осуществляет авторский надзор на стадиях изготовления изделия и допуска их в эксплуатацию. То есть ведут проект, да, целиком. КБ в своей деятельности руководствуется такими-то там правилами, показами, ну это ГОСТы,
приказами директора распоряжения. Основной целью деятельности КБ является обеспечение поставки заказчику качественно разработанной документации, соответствующей исходным техтребованиям на разработку, изготовление и поставку. Высокая конкурентоспособность разрабатываемой продукции, высокого технического уровня конструкторских изделий, соответствие новых и модернизированных конструкций техническим заданиям, распределение функциональных обязанностей работника МБ определяется должностными инструкциями. Все. А там в положении написано, что он ставит задачи своим там подчиненным. Утвержденным руководителем предприятия. Руководит КБ там такой-то, назначается, освобождается, ну там точно так же освобождается правительством. Начальник КБ несет личную ответственность за действие отдела. Структура КБ и его численность устанавливается штатным расписанием. Номенклатура работ. Следующая работа. Осуществление единой политики предприятия в области конструкторских разработок, контроль за своевременной разработкой РКД и выдача его в производстве, анализ, оценка рынка оборудования, технический анализ. Все зачитывать не буду, коротко вот листая, здесь все связано непосредственно с функционалом. Здесь нету вот этих расплывчатых и многонишевых направлений, которые там показывают. Занимаемся мусором, фармацевтикой, испытанием авиации, художественная какая-то самодеятельность. Здесь четко все про конструктора, да, то есть подготовка техноэкономических обоснований эффективности, участие там в монтаже, конструкторская разработка, рационализация. То есть здесь все четко по направлению. Конструктор занимается своим делом. Он в преддоговорных мероприятиях участвует, он там в процессе проекта входит в цех, смотрит, как все это изготавливается, он отвечает за авторский надзор. И последнее, то есть здесь еще пишут основные направления деятельности и с кем он и как взаимодействует. То есть он, смотрите, взаимодействует с плановым техническим подразделением и что он делает, да, коротко прописано. С архивом, вот, кстати, архив, да, инструкции тех условий, с отделом по кооперации и производством, с отделом технического контроля, какие у них на стыках, чтобы не жил отдельно колодец конструкторского бюро, да, там чисто свои нацпроекты выполнял, а он понимает, что ему должны дать и что он должен передать. Служба снабжения, отдел маркетинга и продаж, ну и вот периодичность, да, то, что я говорил, вот один раз, даже вот один раз в 3 года. Вот, поэтому, что я могу сказать? Контраст налицо. Если кому интересно, напишите мне в ТГ, я скину вам отдельное это положение о конструкторском бюро, кому прям будет очень интересно. И вы сами проведете анализ детальный, да, с положением Минпромторга. И поймете, что здесь все-таки больше разрозненность, здесь больше витамин А, это процесс, то есть П здесь минимально, Е здесь минимальная идея, ну и интеграции, соответственно, тоже нет, потому что даже у них в положении тут написано, как они занимаются теми направлениями, которые, ну, похоже, исторически так сложилось, да, там мусорные заводы, авиация, каким-то образом сюда фармацевтика пришла, художественное ремесло, экспорт, ну, остальное вы сами можете прочитать. Вот, так что с таким положением Министерство промышленности даже физически не сможет вытащить промышленность на эффективный уровень работы. Тут все не по смарту, и функционал очень такой поверхностный, размазанный. А у министра, повторюсь, ну, очень схожая должность, как будто как он начальник отдела кадров, а не министр промышленности. Ну и давайте представим еще один поток. Это стройка, строительство доступного жилья. Первое. Минстрой отвечает за стройку. Минфин, второй, отвечает за деньги. Минэкономразвития отвечает за макроэкономику, а банки ЦБ за процентные ставки и инфляции. Кто отвечает за то, чтобы семья реально въехала в квартиру по цене ниже рыночной? Ответ – никто. Каждый выполняет свою часть работы. Ответственность рвется на стыках между этими министерствами. Диагноз таков из их положения о подразделениях. В нашем случае это министерство. В государстве нет структуры по потокам создания продуктов и услуг. У них обычно функциональная оргструктура,
А мы все знаем, как в компаниях функциональные колодцы без горизонтального потока создания ценности для внутреннего и внешнего клиента создают функциональную раздробленность и бюрократию, которая гарантированно плодит конфликты и тормозит проекты. Это те самые войны отделов в компаниях на стыках между функциями, только в масштабах целой страны между министерствами. Все детально об оргструктуре по потокам можете посмотреть в ролике «Как оргструктура убивает бизнес». Если не смотрели этот ролик, обязательно к просмотру. Ссылка вверху на экране. Вы поймете, почему мы сейчас с вами вывели такой диагноз по их регламентам. Второй блок наш мы посмотрим через блок планирования. В здоровой системе управленческий план – это единый сквозной чертеж, связывающий все ресурсы, сроки ответственных. Что у нас? У нас есть 13 или более национальных проектов у министерств, 44 государственные программы, федеральные целевые программы, региональные программы. И бюджет, который живет своей жизнью, каждый в своем министерстве. Вопрос. Есть ли единый документ или цифровая модель, которая связывает все это воедино и показывает, если мы вкладываемся в эту программу или нацпроект, то вот этому заводу хватит средств и ресурсов? Нет, конечно. Вместо сквозного планирования у нас феодальная раздробленность планов. Каждое ведомство строит свой план и отчитывается по нему. Самостоятельно можете открыть их сайты и все увидите своими глазами. Все доступно в интернете. А результат на выходе из-за отсутствия интеграции целей между собой нулевой или отрицательный. Пример. Программа импортозамещения в станкостроении. Минпром утвердил план. Минобороннауки готовит инженеров по старым программам и под старое какое-то оборудование. Минфин закладывает деньги с задержкой. ЦБ душит кредиты для завода ставкой 20 и более процентов. Где связь у них между собой? Где единый сквозной план? Его нет. Есть набор несвязанных презентаций. Это классический симптом бюрократической стадии по ДИЗИСу. Так, сейчас мы с вами откроем для анализа фактические цели, показатели, планы, различные отчеты у Минпромторга. Есть такая вкладка у них, вот главное, открытое министерство, ведомственный план. Все, не буду рассказывать, но структура плана такая. Внутренние мероприятия, механизмы открытости, и инициативные проекты, внутриведомственные мероприятия. И они называются проведение итоговой коллегии, подготовка отчетов о ходе реализации за 12 месяцев и обсуждение с общественным советом итогов реализации концепции. То есть они это пишут на уровне там плана. То есть отчеты это важно. На уровне плана ведомости. Механизм открытости понятно. Почитайте сами. Инициативные проекты. Инпром, международная промышленная выставка. Федеральная практика, программа стажировок для представителей регионов с целью ознакомления с мерами господдержки и перспективы развития отраслей промышленности и торговой деятельности. ГИС промышленности содержит информацию о состоянии и прогнозах развития промышленности в России, работающих и проектируемых предприятиях, госпрограммах в сфере промышленности и кадровом потенциале. Ожидаемые результаты от реализации: повышение уровня прозрачности госуправления, качественное изменение уровня информационной открытости министерства, развитие механизмов общественного контроля за деятельностью министерства, расширение возможностей участия гражданского общества в работе министерства. Преимущество понятно. Вот у них есть отчеты. Отчет по плану Минпромторга России по реализации концепции открытости федеральных органов исполнительной власти. Вот давайте их и посмотрим. Отчеты. Отчет по плану Минпромторга. Вот смотрите, как он выглядит. Вот отчет по плану Минпромторга России 2025 года. Фиолетовым мероприятие выполнено, зеленым мероприятие выполнено частично, серым мероприятие не выполнено. Давайте посмотрим мероприятие. Проведение заседания итоговой коллегии министерства в первом полугодии выполнено 7 июля, то есть в первом полугодии, а 7 июля в рамках международной подтверждающий документ провели выставку Инпром, озвучили цели и задачи. Ну, не знаю, по смарту результат это или нет, достигнут он или нет. Давайте вот посмотрим, что тут по ссылке вот по этой они покажут нам. Вот загружается. Ну вот, получается, они тут рассказывают.
Лесопромышленное предприятие на севере Иркутской области подвело итоги участия. Томские промышленники обсудили. Российский станкостроитель усиливает. На Ставрополе выросло производство лекарств и бумажных изделий. Ну вот, получается такой вот отчет, да. Идем дальше. Подготовка полугодового отчета. Это задача номер 2. Июль. Ну, не знаю, вот что это значит. Тире. Дублировать сверху, что провели Инпром. Ну, пусть будет так, наверное, не знаю. Механизм 1. Реализация принципа информационной открытости. Регулярное обновление разделов официального сайта министерства. Ну, наверное, важно обновлять сайт Министерства промышленности. Организация сбора информации в Государственной информационной системе промышленности ГИСП. Результат. В соответствии с приказом об утверждении бла-бла-бла проводится ежеквартальный сбор отчетности до 10 числа месяца, следующий за отчетом. Ну, нормально. Результат. Собрали отчет в течение 2025 года. Отличный результат. Механизм номер 2. Обеспечение работы с открытыми данными. Ну, разместили план деятельности. План деятельности я вам сейчас показал, что там показано. Отлично, справились. Вот тире стоит. Формирование перечня общедоступной информации в открытых данных. Ну, неинтересно, опять какая-то информация. Актуализация общедоступной информации в форме открытых данных. Понятно. Механизм 3. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования. Формирование перечня из 3-5 проектов социально значимых, исходя из план графика. Зеленый, то есть частично выполнен. Видите, не обновлена. Это июль 25. Подготовка отчетов по правоприменительной практике. На сайте Минпромторга опубликованы обзоры правоприменительной практики за период с 1 июня по 30 июня 2025 год. В подразделе судебная практика. Ну, не знаю, что это за работа. Наверное, важная. Формирование отчет. О, даже такой механизм 4. Формирование отчетности министерства. Подготовка итогового доклада для счетной палаты. Ежегодно по мере поступления запросов информации. Ежегодно по мере поступления. То есть, если информация не придет, отчета не будет. Так, механизм 6. Организация работы с референтными группами министерства. Обеспечение проведения встреч руководства. Пресс-релизы по итогам всем публичных встреч. Организация взаимодействия с общественным советом. Ну, вот кто захочет, зайдет организация работы пресс-служб. Обеспечение независимой антикоррупционной экспертизы, инициативные проекты, вот тут есть, проведение Инпром выставки, заседание Координационного совета. Вот, вот он и закончился. То есть, в принципе, вот отчет о деятельности за, получается, отчет по плану Минпромторга за первое полугодие 2025 года. Вот такой хороший отчет. Давайте еще посмотрим. Вот отчет о выполнении 2021 года. Ну, для примера, для сравнения, да, чтобы это 25 был, это 21. План авиационная промышленность. Вот на уровне Минпромторга ведется продолжение проекта создания самолета Ил-114-300, ведется сборка второго опытного образца 2021 год с обновленным планером. Специалисты установили горизонтальное оперение, какая-то сборка, изготовили новый стенд. Продолжение проекта создания ближней с радиомагистрали самолета МС-21. Это Суперджет. В целях выхода на рынок проводились экспериментальные исследования, опытно-конструкторские работы по замене импортных агрегатов, подготовка стендовой базы. Кроме того, проведена подготовка контрольных испытаний тренажерных устройств. Ну, продолжение проекта, самое главное. То есть не сроки, а продолжение Ми-38. Продолжение проекта АНАСАТ, какой-то АНСАТ. Двигатель ПД-14, вот этот, который все мы знаем. Самое главное, смотрите, показатели, воловка. Прям как началось, если кто смотрел мой ролик второй, в 60-х годах, когда они воловкой начали закрывать. Вот смотрите, у них показатели. Объем производства 1 миллиард или 1 триллион, не знаю, 151. Наверное, 1 триллион 151. Объем производства составил 388. Объем производства составил. То, что как бы какой был план
в штуках, в изделиях, первоначальный план. То есть вроде 388 освоили, а хорошо это или плохо, может быть 100 сейчас должно быть освоено, может быть 500. Объем экспорта 484, сделали 147. Автомобильная промышленность. Тут то же самое. Вывод новых КАМАЗов, СПГ, железнодорожные машиностроение. Объем производства опять в миллиардах 233, 218, 32. Индустрия детских товаров. Опять же, вот объем 248, сделали 132. Хорошо это или плохо, непонятно. Индустрия музыкальных инструментов, оказывается, еще есть. Хотя в положении о музыкальных инструментах нет. С 1 по 16 июля состоялась музыкальная выставка Summer Nashville Music Center. Минпромторг организовал общий выставочный стенд отечественных производителей музыкальных инструментов звукового оборудования. Какое отношение имеет музыка, выставка и Нэшвилл в Америке и Минпромторг? Непонятно. Ну ладно. Так, пролонгация программы гарантированного заказа для детских школ. Вообще непонятно. Тут то же самое. Объем производства 1.1, 0,42 потрачено. Народные художественные промыслы, вот это положение у них есть. Проведение второго фестиваля «Креативная неделя». Организация международного ремесленного конгресса Санкт-Петербург, культурный форум. То же самое, 46, 023, хорошо или плохо. Реабилитационная индустрия. Тут 43 страницы, сами почитайте. Спортивная, даже спортивная индустрия каким-то образом попала в Минпромторг в отчет. Не знаю, что она тут делает. Ну, что-то делает. Модернизация Барнаульского меланжевого комбината. Лесопромышленный комплекс. Древесина необработанная 249 миллионов. 219. Хорошо это или плохо, не знаю. Какие-то цифры не по смарту. Национальный проект «Международная кооперация» до 2030-го. Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности. Про пищевку мы в положении ничего не читали с вами, там ничего не было. Нефтегазовое машиностроение каким-то образом сюда попало. Ну ладно. Тоже нефтегаза не было в положении. Промышленность обычных вооружений, ну она там как-то косвенно касается. Промышленность переработки отходов. Вот это было. Реализация проекта по созданию вторых очередей комплексов в городских округах Коломна, Кашира, Сергиев Посад, поставщики оборудования. Это, наверное, этот мусорный завод, который до сих пор не могут построить. Это, наверное, что-то из этого. Не знаю. Кто больше меня понимает, может разобраться. Я показываю, как они отчитываются, чтобы нам понять систему управления. Ничего не оцениваю, просто потом сделаю выводы о самой системе управления. Какие задачи, зачем, как, просто вот характеристика, чтобы архитектура управления была рабочая, а не на процесс. Так, актуализация стратегии развития. Промышленность строительных материалов. Ну, энергетическое машиностроение, кабельное. Вот в миллиардах тут что-то пишут. Вот судостроительная промышленность, вот, кстати, интересно, видите, не завершено. Балтийский завод, атомный ледокол. Адмиралтейские верфи не завершено. Строительство первого серийного танкера «Афромакс» на «Звезде» не завершено. Ну, нормально. Развитие фармацевтики. Видите, вот фармацевтику они опять себе пишут, как в положении у них написано. Химико-технологические, биоинженерные технологии. То есть в положении черно-цветной металлургии у них там в положении вообще нету. Я не знаю, зачем они это пишут. У нас есть министерство по полезным ископаемым. Это, наверное, их род деятельности. Зачем себе пишут, дублируют функции, непонятно. Драгметаллы, цифровые технологии. Цифровые технологии тоже непонятно зачем, потому что у нас есть отдельное министерство Минцифры, это дублирование. Для чего дублирование, не могу объяснить, какие-то цели преследуют. Внутренняя торговля. Вот. И последние документы я вам покажу сейчас. Меня, кстати, очень это все тоже удивило. Смотрите. Вот их план деятельности, да, министерства. Вот цели прописаны. Цель 1 развитие промышленности и повышение конкурентоспособности, развитие авиационной промышленности. Цель 3 развитие судостроения, мы видим, там не выполнено, выделено в отчетах.
Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности, развитие фармацевтики, медицины, опять не пойму почему в промышленности, ну да ладно. Развитие оборонно-промышленного комплекса, окей. И вот если мы провалимся сюда вот в цель, смотрите, как они ведут. Представьте, что вы генеральный директор компании, вы ведете учет, ваша компания эффективно работает, выполняет план, прибыль приносит или нет. Вот как идет отчет. Цель 1. Направление развития транспортного специального машиностроения. 106% 2020 год, 106,7%. 1,1 прибавили 2021, 106,8, 1 прибавили 22. Тут снизили почему-то 164, тут опять прибавляют 106,5, а тут снизили. Развитие автомобилестроения тоже какие-то 102, 102. Называется индекс производства по отношению к к предыдущему году. Ну, понятно, что типа на 2% рост каждый год. Типа все замечательно, а тут может быть такое, что сделали в миллиардах как бы деньги потрачены, выручка как бы освоена, но по факту должны были сделать 10 зеленых машин, а сделали 7 зеленых. Как в Comedy Club, помните тот ролик про 3 трактора? Вот по такому дашборту, ну вот мы как, если мы будем управлять компанией, вот развитие транспортного машиностроения, опять проценты. Вот единицы, тысячи штук. Хорошо это или плохо? Развитие сельскохозяйственного машиностроения для пищевой перерабатывающей. То есть вот так. Я бы с помощью этого, и любой генеральный собственник, ну, наверное, не смог бы. Развитие производства средств производства, это типа станков. Ну, вот деньги освоили, хорошо, 758 миллиардов, как бы, ну, да, как бы, сколько сделано станков, сколько нужно было, и каких станков, пятикоординатных, фрезерных, сверлильных, вальцы или пресса вообще, ну, как бы, ну, вот по таким данным непонятно. И вот смотрите, еще один есть у них аналитик, деятельность, статистика, официальная статистика. Почему-то на 22 годе они заканчивают. Вот состояние промышленного производства, статистика за декабрь. Я для вас сейчас коротко покажу. Вот 22, 21, 20 я скачал. Выглядит это так. Ну, вот смотрите. То есть вот состояние промышленного производства, вот декабрь 20, да, что они здесь рассказывают? О развитии промышленного производства. То есть добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, обеспечение электрической энергией газом, водоснабжение. И вот тут эти опять индексы отношения. Мне как руководителю было бы непонятно, что это такое. Соотношение сырьевого, не сырьевого экспорта, ну окей. Сырьевой энергетический вот 68%, не сырьевой 32 якобы. Окей. Товарная структура экспорта и импорта. То есть вот экспорт это желтенький. То есть мы древесины отгружаем больше, импортируем мало. Машиностроение и транспорт, ну вот видите, импорт, сплошной импорт. Вот, да, самый большой столбик. Машиностроение и транспорт, видите, да? То есть мы в основном с импорта все везем. Легпром, текстиль, кожа, вот все импортное, желтого очень мало. Химическая промышленность, тоже много импортного. То есть мы везем только металлургию, древесину и нефть. Все, больше мы ничего. То есть опять сырье. Металлургия это сырье, руда, древесина это дерево, тоже сырье, и нефть это сырье. Все. И вот они тут индексы расписывают по годам. Это их прям вот презентация, отчет за год. Сколько они там инвестиций вложили. Вот интересный фактор. То есть оценка факторов, ограничивающих рост производства. Кого они опрашивали, не знаю. Но смотрите, самый большой фактор у нас неопределенность экономической ситуации. Видите, самый большой столбик, да? На втором месте недостаточный спрос на внутреннем рынке. Это как АвтоВАЗ тоже сейчас машины не покупают. Плохой спрос, поэтому АвтоВАЗ идет ко дну. Высокий уровень налогообложения, следующий пункт. Недостаток финансовых средств, ну с процентными ставками понятно. В Китае 0,5%, 1% на производство, у нас 20 и 30. Недостаток квалифицированных рабочих, ну в производстве их не будет, потому что там зарплаты маленькие, не такие, как понимаете, о ком я говорю. Я имею в виду там банкиры, кто там еще, эффективные менеджеры. Изношенность оборудования, недостаточный спрос на внешнем рынке, конкурирующий импорт. Вот, это те факторы, ограничивающие, которые мешают развиваться. Причем я открывал все доклады и 20, 21, 22. Вот этот текст один и тот же.
столбики одни и те же. Вот чтобы вы как бы убедились, да, вот открывая 21 год, вот 21 год, да, мы видим, смотрим, кстати, вот опять, видите, импорт машиностроения, как бы нам везут, древесина и металлургический комплекс, все остальное импорт. Сырье все то же самое. И вот смотрите, открываем эти столбики, ну вот все то же самое. Неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения, недостаточно спроса на внутренний. Ну, то есть все одно и то же пишут. Кто захочет, зайдет, детально посмотрит. Вот как они отчитываются по направлениям. Опять же, текстиля я у них не видел в положении, но вот здесь они пишут. Производство текстильных изделий. Индекс относительно прошлого года. 104. Лидеры роста. Производство нетканых текстильных материалов, производство прочих текстильных – это лидеры падения. Ну вот по таким процентам, ну, управлять текстильной промышленностью, ну, это вообще в Союзе была отдельно, я, кстати, сейчас вам покажу, министерства, которые были при, там, с 29 по 54 год. Так, производство одежды показывают, производство одежды из кожи типа выросло, производство прочей верхней одежды упало, производство кожи и изделий, опять же, здесь пишут кожи изделий, а здесь пишут тоже производство одежды из кожи, хотя это одежда. То есть смешали две ниши в одну. Ну, наверное, какую-то преследовали. Деревообрабатывающая промышленность. Лидер роста распиловка и строгание древесины. Ну, конечно, строгай да продавай, что. Падение производства прочих деревянных изделий, производство изделий из пробки, соломки, материалов для плетения. Производство мебели. Выросло производство матрасов, производство мебели для офисных предприятий упало. Производство бумаги, химпроизводство, производство лекарственных средств и материалов, резина, пластмасса, прочие металлические, производство металлургии, производство металлических изделий, производство компьютеров электронных, оптических. Тут, видите, вообще ничего не пишет. То есть если везде пишут лидеры роста, лидеры падения, тут пусто. Ничего нет. Значит, что-то тут какой-то черный куб. Производство электрического оборудования, рост производства бытовых электрических приборов и производство бытовых неэлектрических приборов. Неэлектрических приборов. Хотя глава об электрическом оборудовании. Не знаю, как это считать. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Нарисована турбина, производство двигателей турбин, производство машин и оборудования для переработки пластмассы и резины. Хотя резина у нас там была отдельной главой. Автотранспорт, производство прочих транспортных средств, производство велосипедов и инвалидных колясок упало. Все, вот как бы вот так они отчитываются. Вот следующий доклад я прям вот в конец промотаю. Ну вот тут производство прочих готовых изделий появилось. Мебель опять, вот самолеты. Производство летательных аппаратов выросло, включая космические, а производство прочих транспортных средств, оборудование, включая другие группировки, упало. Какие, непонятно. Вот, презентации идентичные, электрическое оборудование, все то же самое, производство электрической распределительной. То есть, смотрите, я думаю, что если бы это были бы деньги, которые как бы ты сам вкладываешь, да, представь, что это твое производство. Ну, по таким докладам невозможно управлять. Вот видите, опять все то же самое, текстиль. В процентных индексах каких-то, вот эти скачки вверх, вниз. Мебель. Производство мотоциклов у нас выросло аж на 162% в 2022 году относительно 2021. Нарисованы самолеты. Вот, то есть, что мы видим с вами, да, из этих докладов и отчетов? Если это касается производства, то в производстве четкие есть стратегические планы, там на 5 лет хотя бы, да, мы понимаем, что мы должны сделать, какие неокры, по каким направлениям развиваться, план факт в штуках, в количестве, в деньгах, материалах. Ну, то есть там как бы все понятно и доступно. Здесь
ну, вот по таким как бы отчетам я... Отчет, кстати, вот этот, который в Word на 43 страницы, и вот такого текста, всякого разного, как они провели, законопроект направили. Вот, делайте выводы. Я свой вывод сделаю ближе к концу ролика. Как бы, если бы это была производственная компания или просто компания, как бы я бы выстроил эту архитектуру управления взамен той, которую мы сейчас с вами видим. Вот их дэшборд управления, да, их отчетности, планы. И обещал вам показать нацпроекты Министерства промышленности. Международная кооперация и экспорт. Цели проекта прирост объема экспорта, обеспечение к 2030-му не более 2/3. А 2/3 от чего? От 1 тонны, от 1000 тонн. То есть тоже не по смарту. Увеличение в 1,5 раза с уровнем 21-го. Ну, в 21-м, может быть, вы и знаете, но не все же знают, сколько было. Федеральные проекты промышленный экспорт, создание зарубежной инфраструктуры. А зачем зарубежной инфраструктуры в 2025 году? Непонятно. Ну ладно. Экспорт продукции агропромышленного комплекса, системные меры развития международной кооперации и экспорта. Ключевые мероприятия. Обеспечено послепродажное обслуживание, поставлено на экспорт высокотехнологичной продукции с 2027. Увеличен объем поставок российской промышленной продукции за счет компенсации части затрат на НИОКР. Достигнут плановый объем экспорта. Льготного кредита. ВЭБ будет платить кредит, как атомные станции строим за свои деньги. Здесь получается примерно такая же какая-то история за свои кредиты. Так. Созданы транспортно-логистические центры, промышленные зоны, ключевые мероприятия, выставочные ярмарочные мероприятия, информационно-консультационная поддержка, увеличение объема экспорта за счет реализации программы с брендом «Сделано в России». Вот. Основные показатели. Объем экспорта энергетических товаров 248 миллиардов. Хорошо это или плохо для, в целом, как бы, опять же, для общей копилки, как компания, страна? Не знаю. Объем экспорта товаров отраслевой промышленности 192 миллиарда. Объем несырьевых энергетических 206 миллиардов. Прирост объема экспорта 67%. Хорошо или плохо, я не знаю. Если стратегии как бы не видно, я не понимаю. Это все основные показатели нацпроекта к 2030 году. Ну и еще один вам покажу. Новые технологии сбережения здоровья. Вот прошу обратить внимание, почему-то вот этот человек для Минпромторга как руководитель, то есть он и курирует, и в то же время и руководитель проекта одновременно. Такого не бывает. То есть у него кто-то должен вот тут сверху свой быть. Обычно в бизнесе так, что у тебя есть координатор, есть руководитель проекта, а тут один человек в 2 лицах. Это невозможно. Цель нацпроекта – комплекс мер, направленных на повышение эффективности, сложно даже прочитать, результативности медицинских исследований, разработок, создания условий для внедрения, бла-бла-бла. Ой, это как все сложно. Технологическое лидерство относительно чего, каких стран к 2030-му, непонятно. Федеральный проект управления медицинской наукой, а сейчас не управляет. Технологии медицинских разработок. Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов, а сейчас не развивает. Ключевые мероприятия нацпроекта внедрены в практику для оказания медицинской помощи. Медицинские изделия разработаны в рамках федерального проекта. Опять не по смарту, внедрены в практику, проведена разработка, оснащены, обеспечено, организовано, внедрены. Основные показатели нацпроекта. Доля медицинских изделий российского производства в общем объеме 40%. Хорошо, плохо, не знаю. Соблюдать, не соблюдать, как следует, не знаю. Темп прироста валовой добавленной стоимости в отрасли здравоохранения 70%. В области здравоохранения это такое обширное. Это может фарм, это может лабораторные изделия какие-то, это может быть оборудование для медицины, это может быть, не знаю, какие-то новые технологии с ядерной медициной связаны. Не знаю. Доля радиофарм
осуществляемых в России 95%. Достигнутый уровень технологической независимости 80% относительно чего? Ну, я вот вам показал. Это вот видите, нацпроекты. Это куда как бы выделяется бюджет. Вот такие цели не по смарту. Как она оказалась в Минпромторге, я не знаю. Более детально можете все нацпроекты там же на сайте все доступно изучить. Теперь блок 3. Финмодель, ну или финансы. Вспомните ролик про управленческий код 1929-1954. Там был простой принцип. Два контура денег. Один инвестиционный, это безнал целевой, нельзя украсть. Второй это потребительский, это наличные, зарплаты и товары. В СССР их смешали в 1987 году и получили гиперинфляцию и крах. Теперь посмотрим, а как сейчас управляют бюджетом в 2026 году. Открываем с вами еще один документ Министерства финансов Российской Федерации. Бюджет для граждан 25 год и на плановый период 26-27. Смотрим. Смотрите. У нас доход составляет 40 триллионов 296 миллиардов в год всего. Из них нефтегазовые доходы это 10 триллионов 936. Я сейчас обведу, чтобы вам было видно. Вот. Не, синим плохо. Давайте другой цвет. Красным пусть будет. Вот, нефтегазовые доходы 10 936. И не нефтегазовые 29 359. Если эти два вида доходов сложить, то получаем всего 40 триллионов 296. И самое интересное, я когда открыл документ, внимание, да, вот 25 год, да, вот, и открыл такой же документ на год раньше. И смотрите, какие здесь цифры. Вот если мы смотрим 25 год, я сейчас вам опять обведу. Убираем. Смотрите. Сумма доходов. Видите, да? 30. Сейчас увеличу масштаб. 33. Вот 33. Видите, да? 33 триллиона. Это у нас был 25 год. Внимание. Вот переходим к следующему бюджету. На год позже они сделали. Открываем 25 год. Вот 25 год. Внимание. 40 296. Еще раз. Здесь 25 год. Год назад 33. Да? 33. Вот они. А здесь 40. Это о чем говорит? Что планирования даже на год нету. Оно отсутствует. Это очень важно понимать, что если мы за год меняем свое мнение, и вот смотрите по годам, если посмотреть, вот с 22, да, 27, 28, 35, 25, 33, 26, 34. Вот еще раз запомните. 25, 33, 26, 34. Смотрим через год, что пишут. 25, 40 на 7 триллионов. 26, 41. Там было 34, тоже на 7 триллионов. То есть, ну, видно сразу, что с чем это вызвано, не знаю, но планирование дальше, чем на год, в лучшем случае, оно отсутствует. И теперь вернемся опять же к нашим
смотрите, к нашим цифрам. То есть кажется, да, нефтегазовые доходы 10 936, круто, казалось бы, и нефтегазовые больше, да, 29 аж триллионов, то есть почти в 3 раза больше. Но давайте посмотрим, из чего они состоят. Э, Самое главное, что в 26 году дополнительные доходы, а, вот как раз таки, добавили повышение НДС на 2%, это плюс 1 триллион 187, налоги с малого бизнеса, изменение УСН плюс 200 миллиардов, акцизы на табак, алкоголь еще 65,7 миллиарда, налог на игорный бизнес 74 миллиарда, страховые взносы с IT-компаниям, повышение с 7,6 до 15%, это еще 123 миллиарда. А теперь соберем картину целиком, да, по этим цифрам. Я сейчас вам открою прям, это вот исполнение бюджета, Министерство финансов Российской Федерации, исполнение федерального бюджета и бюджетной системы Российской Федерации за 24 год. За 25 ну, нету, не нашел, нашел только 24. Ну вот на базе его сейчас мы с вами посмотрим. Открываем страницу 18. Так, 15, 16. Доходы федерального бюджета. Смотрим. Доходы федерального бюджета. Вот страница 18. Смотрим. Нефтегазовые доходы, да, статья. Помним, да? Там было 40 триллионов всего. То есть вот 10 985. Извините, это 24, 25 я итогов не нашел, поэтому по 24 там была другая сумма. Сейчас 24 вернем. Ну, вот 35 триллионов. Вот 35 триллионов, да, возвращаемся. Вот 35 триллионов. Сумма сходится. Смотрим. Не нефтегазовые.
теперь давайте, то есть мы верхнюю часть дохода рассмотрели, давайте посмотрим расходы 41 469,5. На что же они тратят, да? Дефицит мы видим минус 1 триллион 173. Это 25 год, чтобы вы понимали. То есть дефицит минус 1 173. Смотрим на образование, сколько они тратят. Вот образование. 1 триллион 597. Ну, примерно там 1,6 триллиона. Вроде много. Если разобраться более детально, то из них уходит из 1 триллиона 600, это 635 миллиардов, это на образование и вузы. 243 миллиарда это на фундаментальную науку и на прикладные исследования 22,6 миллиарда. Понимаете, 22 миллиарда на неокр в гражданской промышленности и науке на всю страну. Сравните с доходами от НДС в 15. Сейчас я верну. Сейчас я открою. Вот. 20. Сейчас прям секунду, извините. Вот, смотрите, 15 триллионов это доходы с налогов. И из этих 15 триллионов всего лишь 22 миллиарда мы тратим на неокр. Чувствуете разницу? Это все, повторюсь, открытые источники, их документы. Я ничего не придумал. Просто трактую то, что они показывают. Вот исполнение федерального бюджета. Вот бюджет для граждан. Вот еще один бюджет для граждан. Это 24 год. Это 25. Так что только из официальных источников ничего мы тут с вами не выдумываем. А еще у них есть интересная статья доходов в бюджете страны. Она, кстати, вот здесь тоже есть. Сейчас я вам покажу. Масштаб немножко увеличу. Статья называется «Штрафы». Штрафы. Различные штрафы. Если мы с вами откроем по годам, вот смотрите. Вот статья «Штрафы». Видите, да? 81 миллиард. Это был 2020 год. Штрафы. Дальше 116 миллиардов 21, 118 22, 110 23 и 147 24. То есть рост, ну, практически там на 40%. То есть они четко это вписывают в бюджет страны, чтобы собрать побольше штрафов. Тоже все с официальных источников. Штрафы есть в бюджете страны. Вот если бы в компаниях или в любом бизнес-проекте ежегодно создавали такую внутреннюю статью дохода, как штрафы, утильсбор, акцизы и их сбор со своих сотрудников для роста доходов бизнеса, у меня два вопроса. Первый. Как вы думаете, сколько бы осталось работать сотрудников в таких компаниях или бизнес-проектах? Было бы им комфортно работать в такой среде? И захотели бы они помогать развиваться этой компании с ее штрафами? И второй вопрос. И как вы думаете, развивался бы этот бизнес? Предлагали бы сотрудники идей и новые технологии для роста этого бизнеса? И сколько бы эта фирма просуществовала на такой бизнес-модели, основанной на штрафах? Пишите в комментариях ваши ответы на эти вопросы, думаю, они будут интересные. Это нам напоминает бюджет кризисного управляющего, который латает дыры и финансирует все с колес. От того, сколько штрафов они соберут, столько и смогут расходовать денег в бюджете. Это не бюджет архитектора эффективного механизма управления, который строит будущее. Где здесь длинные деньги на станкостроение, на развитие инженерных школ, на подготовку рабочих, и просто нет в тех объемах, которые нужны по факту. И последний, четвертый инструмент или блок архитектуры управления – это операционная деятельность. Это для оперативного управления компанией или бизнесом. Здоровая компания – это 15-минутная планерка у доски с планом или у дэшборда. В государстве это ручное управление. Когда система не работает, единственный способ что-то сделать – это прямое указание первого лица. Мы видим это каждый день по телевизору. Президент спрашивает с губернаторов за отопление в отдельно взятом поселке,
Или как история с налоговой политикой для малого бизнеса на примере кафе «Машенька». Это не системное управление. Это тушение пожаров в масштабах страны. Почему так происходит? Потому что нет системы блоков один структуры по потокам, когда все министерства связаны между собой. Нет сквозного планирования, чтобы управлялось не в рамках одного колодца министерства, а между собой все министерства должны быть связаны и управлять сроками. Финмодель должна быть точно так же связана с планами и министерствами. И тогда будет операционная деятельность работать. А получается, что вместо архитектуры управления вечный ручник и микроменеджмент. Диагноз всего этого: операционная деятельность в государстве работает не на предупреждение проблем, а на их ликвидацию, когда уже все горит. Это путь пожарного, а не архитектора управления. Тот самый путь, который проходит 95% управленцев в бизнесе и компаниях. Но только ценой ошибок здесь не убытки компаний, а благополучие жизни людей. Давайте соберем теперь все вместе, как инженерный вердикт. Мы наложили методологию архитектуры управления на государство и увидели: первое, структура не по потокам, а по функциям, раздробленность. Должность министра промышленности расписана как должность бюрократа, а не инженера. Нет ответственности за реальный результат. Второе, план не единый чертеж, а набор лоскутных презентаций. Связи между ведомствами и министерствами нет. Третье, финансы не два контура развития, а один котел под управлением сдерживателей. 40 триллионов доходов, из них 22% это нефть и газ, остальное налоги с населения и бизнеса, доходов от высокотехнологичного производства, и из них на прикладные и промышленные гражданские неокры остается 0,05 от расходов. Это всего лишь 22 миллиарда из 41 триллиона бюджета страны, но это очень мало. На науку и образование около 4%, 1,6 триллионов. Остальное это социальные обязательства, оборона, госаппарат и обслуживание долга. Четвертое, оперативка. Не система, а вечный пожар. Результат этой сборки мы видим каждый день. Атомные блоки строятся по 10-12 лет вместо 3-5 лет. Самолеты не могут подняться в небо, а инженеры уходят в таксисты. У нас есть все. И нефть, и умные люди, и даже станки. У нас нет главного – работающей системы управления. Архитектуры, которая свяжет это все в единый механизм. Это не бюджет развития, это бюджет выживания. С такой финансовой моделью страна обречена вечно сидеть на сырьевой игле. Даже если доля нефтегаза формально снижается, но мы так и сидим на сырьевой игле. И при такой бизнес-модели не придут новые технологии. А налоги берут с тех же самих граждан и бизнеса. Это тоже не бизнес-модель роста и развития. Я показал вам официальные документы. Это не мои домыслы, это цифры, которые опубликовало само правительство. Теперь вопрос: можно ли починить эту систему? Я не политик. Я не призываю к революциям. Революции ломают системы, но не создают новые. Я чистый инженер. Я говорю, архитектуру управления можно и нужно перепроектировать. Вопрос не в том, чтобы сменить вывеску. Вопрос в том, чтобы сменить управленческий код. Что для этого нужно? Давайте честно скажем, как говорят в бизнесе. Первое. Признать, что функциональная структура не работает для сложных проектов. Нужно переходить к структуре по жизненным циклам и национальным целям. Второе. Создать единую цифровую платформу планирования. А-ля Госплан 2.0, ГАЗ, Глушкова, Ведуты, где каждый рубль и каждая тонна металла будет видны в связке. Без этого вечный хаос. Третье. Разделить контуры денег. Инвестиционные деньги должны быть длинными, целевыми и неподъемными для воровства. Внедрить цифровой инвестиционный рубль, изолированный блокчейн-контур для национальных проектов. Потребительский рынок – жить своей жизнью. Четвертое. Внедрить систему оперативного управления по отклонениям, а не по звонку наверх. Пятое. Вывести KPI по реальным результатам для министров. Количество запущенных заводов, а не освоенных бюджетов. Конечно, будет сложно проводить изменения, причем кардинальные. Но это единственный путь снять страну с наркотической нефтяной иглы и начать заниматься другими современными технологиями и продуктами, что позволит расти благосостоянию нашего народа и страны в целом. 25 лет я улучшаю бизнес и технологические процессы на заводах и в компаниях. Видел на практике, как проектирование и внедрение такой архитектуры управления дает прогресс бизнесу и производству. Принципы и методы управления одни и те же, что для цеха, что для корпорации, что для страны.
Только бери и делай. Было бы желание, господа. Сейчас мы сделаем вывод через 4 инструмента архитектуры управления. Оргструктура по потокам, сквозное планирование, финмодель, операционная деятельность. И попробуем предложить инженерные решения и гипотезы для реинжиниринга субъектов управления страной. Будем на все смотреть, как будто мы с вами проводим эту процедуру на примере нашего бизнеса. Представьте, каждый из вас, что вы собственник или генеральный директор компании. И вы рассуждаете, а что нужно улучшить в вашем бизнесе, чтобы уничтожить бюрократию, снизить затраты и наоборот повысить производительность, эффективность процессов, чтобы мы могли вкладываться в первоначальные суммы бюджетов по вашим заказам и договорам, а еще и приносить прибыль вашему бизнесу. А перед тем, как будем с вами проектировать систему управления, еще раз посмотрим на происходящее через витамины Адизиса. В прошлых 2 роликах вам рассказывал, показывал его кривую. Если коротко, то он входит в топ-20 экспертов по изменениям в бизнесе и настройке системы управления в компаниях. Также он обучает глав мировых государств и собственников мировых топ-корпораций. Он обучает принципам грамотного управления, изменениям в компании. Как пример, он ведет компанию Coca-Cola. Думаю, такую компанию вы все знаете. В инете все о нем найдете детально, и нам его витамины сейчас очень пригодятся для анализа системы управления и оргструктуры Российской Федерации. Давайте теперь посмотрим на правительство глазами через методологию Адизиса по витаминам, которую мы с вами уже обсуждали в прошлых 2 роликах. И здесь мы тоже ее немножечко будем использовать. Смотрите, чтобы вы понимали, есть 4 витамина. П это производство, это отвечает на вопрос что. Е это идеи, и в том числе отвечает на вопросы когда и зачем. А это администрирование, это вопросы как управлять эффективно и правильно. И А это интеграция, это кто должен как бы в этой команде быть, чтобы в долгосрочную, так как это влияет на долгосрочную эффективность, должна работать тот или иной проект или та или иная структура. Что получается? У нас оргструктура, сейчас с помощью другой программы открою. У нас оргструктура как выглядит? Законодательная власть – это чистая буквочка А. Исполнительная власть. Мы почитали с вами положение. По факту она должна быть П и немножечко Е. И И немножечко. Но в положении написано, как она там метрологию проводит, аттестации, курирует, поддерживает. То есть это чистый А. То есть здесь П нету. Ну, судебная власть это тоже А. То есть данная структура правительства это чистый А. Что значит чистый А? Что в нашем случае мы увидели только витамин А, да, в оргструктуре правительства. Мы видим, если только А, других витаминов нет, то это бюрократия. И дальше для такой оргструктуры, да, и системы управления компании или бизнеса, дальше только смерть, да. Соответственно, нам нужно, чтобы все витамины работали. Нам нужно прийти вот сюда. П, А, Е, И, к рассвету. То есть нужно отсюда вернуться вот сюда и каждую стадию поэтапно проходить. То, что я рассказывал в первом ролике, когда мы со стадии «давай-давай» вот сюда ушли в 2008 году. 2008 год. Вот. И потом потихонечку пришли вот сюда сейчас. Это наш 2020 год. Нам, соответственно, нужно пойти теперь правильным путем. Смотрите. Открыть. С помощью другой программы откроем. Масштаб побольше. Почему нам нужно уйти из бюрократии, да? Придется все-таки, извините, стереть. Вот стадия бюрократии.
Это безопасность, рассогласование целей подразделений фирмы, борьба за влияние ресурсов. В данной системе управления мало динамики, вот по цифре 3. Много контроля, сотрудники подбираются под функции, а не наоборот. Культ стабильности, риск бездействия. А нам нужно вернуться вот сюда, где будет больше динамики, меньше контроля, сотрудники определяют свои функции, культ прибыли, риск сверхактивности. А потом нужно прийти на стадию 2. Баланс динамики и контроля, функции формализованы, культ клиента и риск успеха. То есть нам нужно вот сюда, в рассвет, а мы сейчас вот здесь. Соответственно, нам, повторюсь, нужно вернуться вот сюда в ухаживание и потихонечку прийти к рассвету. Что такое рассвет? Это место под солнцем, упорядоченность, системность, клиентская база, качество. Здесь работают все витамины П, А, Е, И. Вот посмотрите, какие должны быть витамины. Еще раз я открою оргструктуру. Еще раз оргструктуру. Законодательно это чистый А, исполнительно в нашем случае чистый А и судебное чистый А. Вот примеры структур, где работают все витамины на примере бизнеса или компании. Смотрим. Вот витамины Е, П, А, И. Е это идеи, взаимодействие с клиентами, это маркетинг и сбыт. Сбыт П, маркетинг Е. П трансформация, конструирование, Е это идеи, П это производство, да, вот видим. Финансовые ресурсы это А, администрирование, финансы, бухучет, ЕП. И А это человеческие ресурсы, управление персоналом, работа с человеческими, развитие человеческих ресурсов, это Е. Сейчас еще один пример покажу другой структуры. Тоже видите, да? ПА сбыт и маркетинг, ПА производство, стратегическое планирование. Нам очень нужно стратегическое планирование в нашей структуре правительства. Витамина Е нету вообще, там только финансовый директор ПА. А это бухгалтерия, П это финансы, ищет деньги и правильно управляет деньгами. Ну и человеческие ресурсы ПА. И последний пример, также структура из бизнеса. Отдел сбыта, видите, да? ПА, ЕИ. Отдел маркетинга. Здесь Е больше и П больше, А и И меньше. Производственный отдел это П это производить и А эффективно управлять. Конструкторский отдел П производить конструкторскую технологическую документацию, Е выдавать идеи, А и И здесь ниже. Отдел разработок неокры П, Е большие, А, И маленькие. Бухгалтерия А большое, Е большое, П маленькое и И маленькое. Финансовый отдел, отдел развития персонала, АЕ, юротдел, АЕ, как видите, юротдел, АЕ должен быть, а не чистый А. То есть не только законы писать, а предлагать идеи, не забюрократизировать компанию или бизнес, а как эффективно, чтобы этот бизнес работал и для клиента, и для внутреннего клиента. Ну и отдел развития человеческих ресурсов и отдел кадров. ПА большие, а отдел развития человеческих ресурсов там Е большое. Ну, Е, потому что развитие. Вот на примере витаминов мы с вами должны перестроить и оргструктуру РФ. Еще раз покажу, что такое витаминная формула. П это производство, видите, да? П и И это продажи. Маркетинг, R&D, Е, идея должна быть. Айтишники классические, это которые с железом возятся, это А если разработчики, там, это уже Е. Финансы и коммерция, ПЕ. Бухучет А, потому что это чистая бухгалтерия, да? Поэтому А финансов ПЕ. HR развитие А и Е, идеи и команда. Ну и учет кадров, это просто кадровый учет, это А. То есть в кадрах тоже свои витамины. Поэтому нам очень важно построить в нашей оргструктуре, еще раз ее открою.
вот те отделы, которых здесь нету. То есть мы видели там и маркетинг, и конструктора, и работа с персоналом, и неокры, и R&D проекты. Здесь, как видим мы, чистый А. То есть здесь развития, результата не будет. Это поэтому мы находимся, ну, в бюрократии. Чистая буквочка А. И что еще важно, у Адизиса есть такая формула успеха. Успех зависит. То есть вот внешняя интеграция – это работа с клиентом, в нашем случае это работа с потребностью гражданина страны. То есть, чтобы внешняя интеграция работала, нужно, чтобы внутренняя дезинтеграция была минимальна. А для этого нужно взаимное доверие и уважение, видение, миссия и ценности, структура. Это как раз, чтобы все витамины работали, правильные процессы и правильно подобранные люди-профессионалы. Чтобы внутренняя дезинтеграция была, например, там 0,1, а внешняя интеграция 100, и тогда там результат будет 1000%. А если внутренняя интеграция будет 100 на бюрократию, нету видения миссии, нету стратегии, структура непонятна, создана под чисто витамин А, процессы не отлажены, функциональные колодцы, каждый делает свое дело, люди не профессионалы по своим направлениям, соответственно, бешеная внутренняя дезинтеграция, успеха нам не видать при такой структуре. Соответственно, я еще коротко вам покажу. Есть у нас такой Совет Федерации. Какие у него полномочия? Утверждает изменения границ между субъектами, заслуживает ежегодных докладов Генпрокурора, вводит военное положение, работает с президентом, назначает на должность по предоставлению президента, председателей, заместителей Конституционного Верховного Суда, председателя Счетной палаты. Честно, если в бизнесе эта функция, ну, она вообще не нужна. Это какое-то дублирование, в данном случае Госдумы. Они тут тоже кого-то назначают, кого-то утверждают. Вот работа с правительствами утверждает по предоставлению президента кандидатуру председателя правительства, по предоставлению председателя правительства кандидатуру его заместителей, решает вопрос о доверии правительства, это Госдума, заслуживает ежегодные отчеты правительства, назначает на должности, освобождает от должности Центробанк, председатель Счетной палаты, объявляет амнистию, выдвигает обвинение против президента, заслуживает ежегодные отчеты Центробанка. Заслуживают отчеты и назначают людей. То есть Госдума и Счетная палата, при том функционале, который сейчас на них возложен, это чистая функция отдела кадров. Ну, как бы в том ракурсе, который сейчас написан в их должностных, это, наверное, не изменит витамин А на П, на П, Е и И. И вот полномочия правительства. Обеспечивает проведение единой политики, поддержку научно-технологического развития, функционирование соцзащиты инвалидов, ГД, государственный, разрабатывает, представляет Государственную Думу федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение. Уже говорил, что не должны там Министерство промышленности готовить бюджет. Это должна отдельно какая-то Госснаб или что-то на основании Госплана. Они чисто должны исполнять, ничего не должны писать. Сами под себя, когда бюджет пишет производство, они запишут непонятно что и заложат туда X5 с запасом, а дадут им X3, а непонятно куда деньги идут. Ну, так в бизнесе так не работает. Они формируют бюджет на основании там стратегии, программы компании. В данном случае точно так же отдельное министерство не должно готовить какой-то свой бюджет. Им выдается стратегия, программа от какого-то академии наук, там, стратегического органа. И они уже дальше разрабатывают свои внутренние планы. А под эти планы уже можно автоматически сформировать бюджет. Они даже ничего не будут выносить, там так будет понятно. За ними остается только зарплата по министерствам и все, никакие им деньги на проекты. И они заниматься должны как бы промышленностью и ничего более. Осуществляет правительство управление федеральной собственностью, реализация принципов социального партнерства, содействие развитию, создает условия для развития системы экологии и образования граждан, меры по закону, меры по поддержке волонтеров, меры направленные на создание благоприятных условий. Ну, то есть как бы за мир во всем мире. Вот. И еще я вот один слайдик нашел интересный. То есть смотрите, то есть правительство, каждое министерство, как вот правильно я у человека взял презентацию, вы хотите кроссовки. То есть вы идете в Госдуму,
которая занимается кадровой службой, там специалистов нету по промышленности, там по культуре, по науке. Ну, то есть там люди сидят, которые как бы просто избранные кем-то от партии, а у них, может быть, и навыков нету, они ни в авиации не понимают, ни в спорте, ни в культуре. Ну, это я отдельно в выводах потом расскажу. То есть они идут в Думу, просят, если те подписали, то потом еще нужно у Банка России попросить. То есть Госдума это, вот, как правильно написали, мама, а Банк России это папа. И тут сбоку еще Совет Федерации. То есть как бы как вот этот бюджет просится, ну, в бизнесе так не просится. То есть давайте на примере бизнеса. Например, производство идет, так, Госдума это у нас они законы, там отдел кадров. То есть по сути производство, например, идет в службу менеджмента качества, который там законы, да, СМК изобретает для предприятия, к юристам, еще кому-то и спрашивают, а можно я там деньги потрачу на вот это дело? Они говорят, не, иди к финансистам. И потом ты идешь производственник к финансистам и упрашиваешь деньги. Зачем? Куда? Это ваше бесполезное плечо. Формируешь производственную программу, на основании ее составляешь бюджет доходов и расходов, и автоматом появляется бюджет доходов и расходов. Не нужен никакой бюджет, согласовывать вот эти лишние крюки. Ну, то есть в бизнесе, в производстве такого нет. Здесь почему это есть, не знаю. Исторически, наверное, как-то сложилось. Не знаю причин, но это точно в бизнесе бы не сработало. Дальше, для примера, кстати, я вам покажу министерство у Китая и у США. Ну, для сравнения, да. То есть у них, в принципе, тоже исполнительная власть, законодательная и судебная. Какую разницу заметил, что законодательная находится выше исполнительной. Видите, да, вот стрелочка идет вот сюда. И есть у них консультативный орган независимый. Возможно, здесь Академия наук, еще что-то. Я не знаю, глубоко не копал, кто хочет, сами погрузитесь, но есть какой-то консультативный орган. У США такая же история. У них есть вот линейка министерства. Вот черным, да, вот я мышкой вожу. И независимое агентство. Тут какие-то корпорации, госкомпании, консультативные комитеты. Отдельно тут тоже вот нижняя палата слева, видите, зеленым, красным, синим. Судебная власть, законодательная, исполнительная, президент, ну, министерство, все то же самое. Единственная разница, вот независимое агентство, что у США, что у Китая есть. Что там внутри, не знаю, нам надо с нашей оргструктурой разобраться. Вот, поэтому нам нужно сейчас с вами понять, какая нам нужна новая оргструктура, и мы с вами выведем гипотезы, нарисуем свои какие-то доводы, да, и попробуем предложить наше решение для повышения эффективности оргструктуры правительства и минимизации бюрократии и, наоборот, повышения всех остальных витаминов П, Е и И, да. То есть наша цель, еще раз открою, наша цель вернуться в зону рассвета. То есть мы сейчас с вами находимся вот здесь, на бюрократии, справа, да, вот где буквочка 1А. Нам нужно вернуться в рассвет, где все витамины работают. Так что в следующей сейчас части будем с вами, предложу решение, гипотезы, как бы, если бы это был бизнес или компания, как бы я предложил перестроить оргструктуру и полномочия тех или иных лиц. Короткие выводы сделаю, дальше вы, может быть, сами предложите, в комментариях напишите, как вы это видите. Вот под парадигмой методологии Дизиса, да, его витаминах, мы рассмотрели оргструктуру текущего нашего правительства, да, и видим, что там преобладает витамин А, и мы теперь понимаем, что нам нужно там возродить витамин П, Е и И. Чтобы вернуться, открою последнюю картинку, и мы переходим к выводам. То есть характеристика этапов, да, то есть повторюсь еще раз, вот третье, мы сейчас здесь мало динамики, много контроля, сотрудники подбираются под функции, культ стабильности, риск бездействия. Бюрократизация – это безопасность, согласование целей подразделений фирмы, борьба за влияние. Нам нужно прийти в баланс динамики и контроля,
функции формализованы, культ клиента, риск успеха, место под солнцем, упорядоченность, системность, клиентская база развита, качество жизни отличное, командность, престиж лидера, интерес к новому, много динамики, все настроены на работу, командную. Ну вот нам туда, чтобы успех был. Нам нужно понизить, помните, да, внутреннюю дезинтеграцию, чтобы внешняя интеграция работала на отлично. Вот наша цель. И мы переходим с вами к выводам. Чтобы сделать выводы, давайте посмотрим еще раз для сравнения министерства. Коротко пробежимся. Российской Федерации и Китая. Да, российскую мы обсудили вначале, поэтому не буду повторять. Что обратить внимание, это вот 4-й пункт Министерства науки и технологий. То есть у них есть целое министерство, которое занимается наукой и современной технологией. У нас этого нет. Дальше 5-е министерство – это Министерство промышленности и информатизации. То есть промышленность и его цифровизация. Не нужны никакие Минцифры, это все в одном министерстве у них находится. В нашем случае Минцифры – это как поддерживающий, кто айтишник знает, который поддерживает сервера, блокировки какие-то, но это не та информатизация, которая нужна промышленности. Поэтому вот Министерство и промышленности, и торговли нужно разъединить, в нашем случае, я имею в виду в нашей стране, сделать Министерство промышленности и информатизации, я считаю, это правильно. Вот 8-й пункт. Министерство контроля, это борьба с коррупцией. Кстати, такое же министерство есть и в Сингапуре. Я считаю, что такое же министерство нужно и в нашей стране. И еще, смотрите, 19-й вот пункт. Это Министерство коммерции. В правом нижнем углу, вот я мышкой вожу. Министерство коммерции – это, по сути, наше Министерство торговли, которое объединено почему-то с Министерством промышленности. Их надо разъединить и сделать отдельное Министерство там, торговли или коммерции, как удобней. И здесь еще не хватает, здесь 20 в данном перечне, так как я нашел 2013, у них еще есть Министерство по делам развития и реформ страны. Вот это точно нам нужно. Министерство науки и технологий я сказал. Минтруда тут есть. Министерство природных ресурсов и земельных есть. Министерство водного хозяйства отдельно у них есть. Министерство культуры и туризма. Ну и Народный банк Китая, он входит у них как министерство. Ну и вы помните, да, я показывал в начале, у них есть отдельный орган, независимый от министерств. Это консультанты и советники по развитию тех или иных направлений страны. И давайте еще посмотрим, очень похоже, у меня такое ощущение, что это вот получается второе правительство Сталина. Это вот в открытом доступе, в Википедии. Такое ощущение, что много чего скачали у того правительства китайцы. Вот я открываю вам, смотрите. Министр иностранных дел, министр обороны. Вот, министр внешней торговли есть отдельный. Был тогда у Сталина. Министр пищевой промышленности. У нас сейчас этого нету. Вот отдельно министр торговли, так же сейчас, как в Китае и в Америке, кстати, тоже министр торговли отдельный. Министр путей сообщения, Минсвязи, министр лесной промышленности. Не так, как у нас, помните, мы читали положение, да? Ну, вот этих всех направлений в Минпромторге нету. Но есть торговля. То есть торговлю надо выделить, Министерство промышленности сделать отдельно, потому что есть отдельно министр лесной промышленности, Министерство лесной бумажной промышленности. Вот отдельно есть Министерство легкой промышленности, чтобы отдельно занимались тканями, обувью, мебелью, вот этим всем направлением. Министр авиационной промышленности отдельный, который занимается авиацией, представляете? Министр военно-морской промышленности отдельный. Это не так, как у нас Минпромторг кусочно там написано. Министр вооружений, министр сельскохозяйственной электротехники. Представляете, в то время электротехники сельскохозяйственной. То есть они в то время думали, как апгрейд делать. Министр строительства и специальных работ.
министр автомобильной промышленности, сельского хозяйства и автомобильной промышленности. То есть автомобильная промышленность для сельского хозяйства. Министр механики и инструментов. Вы представляете, какой уровень был у Иосифа и его команды, сколько они направлений покрывали. Поэтому и был такой индустриальный рост. Министр черной металлургии, министр цветной металлургии, министр металлургической промышленности. Это оборудование для металлургии. Это вообще молодцы. Министр нефтяной промышленности. Отдельно был министр нефтяной промышленности Западной и Южной Африки. Министр восточной угольной промышленности и министр западной угольной промышленности. То есть угольная промышленность тоже был отдельный министр. Министр электротехнической промышленности, министр энергетики, министр химической промышленности, резиновой промышленности отдельный был. Министр промышленности строительных материалов, Минтранс машиностроения, министр финансов, министр сельского хозяйства отдельно был. Министр морского транспорта, поэтому развивалась. Министр речного транспорта, поэтому развивалось у нас речное пароходство. Ну, министр внутренних дел понятно, министр здравоохранения и юстиции понятно. Министр снабжения отдельно. Вот сейчас нужен отдельный министр снабжения. Это 100%. Ну, дальше мы порисуем, какая оргструктура нам бы подошла вместо существующей. Министр промышленных предприятий, министр текстильной промышленности, министр рыбной промышленности, рыболовства, представляете, Австралии, ого. Министр мясной и молочной промышленности, ну это вообще круто, высший пилотаж. Они занимались всеми направлениями. Министр госбезопасности, понятно. Министр военного строительства и судостроения, не нужны никакие госкомпании. Вот все госкомпании нужно переподчинить вот этим министерствам, сделать из них исполнительную власть, и они должны перед ними отчитываться, все госкомпании, перед этими министрами. Министр строительного, топливной промышленности. Вот, министр тяжелой промышленности. Росатом нужно сюда подчинять, и должен быть министр тяжелой промышленности, которому не только Росатом, но и большое тяжелое машиностроение. Министр высшего образования отдельно был. Министр по делам строительных инструментов и оборудования. Представляете, я читаю, и как будто не сейчас 26-й год, а тогда был 26-й год. Они занимались четко, структурированно. И вот министр госконтроля, кстати. Это то же самое, как у Китая министр по контролю, это борьба с коррупцией. В то время вот был какой-то Лев Мехлис занимался. Вот. То есть они тогда и сейчас в Китае есть министр госконтроля, в Сингапуре также. Министр Государственного комитета кинематографии, министр труда и занятости, министр промышленности, оборудования, связи, фармацевтика, потребительские, животноводство, лесное хозяйство, геология, продовольственных и материальных резервов, городского строительства, министр Госбанка, кстати, не так, как у нас отдельно Центробанк, а Госбанк, он четко отслеживал, ну, все, как я рассказывал во второй серии ролика. Ну и министр государственного планового комитета, Госплан. Кстати, вот здание нарисовано, я даже сам вот когда анализ начал проводить, я не знал. Оказывается, в Госдуме текущей сидело Министерство Госплана. Во как. Это здание бывшее Госплана. Туда нужно сейчас сажать Госплан, Госснаб, и будет предметная работа. Что мы с вами по итогу, какие выводы можем сделать по оргструктуре? Помним мы, да, что у нас есть законодательная власть, исполнительная, это министерство, и судебная власть. И мы понимаем, что это все витамин А по Дизису. Хоть и тут написано у министерства, что это П должен быть. По факту А. Мы помним, что нам нужно пройти эту кривую, да, и чтобы у нас появился в правительстве и П. Сейчас попробую пошире. Вот так. Вот. И А, и П витамин, и Е, и И. То есть нам важно, чтобы в структуре нашей страны, как и бизнеса, работали все эти витамины. Соответственно, что нам нужно? Нам нужно иметь маркетинг,
полстраны, как в любом бизнесе. Маркетинг. Нам нужно иметь стратегию, миссию, да. Вот. Нам нужны системы. Система. Нам нужна наука. И технологии. Производство. Сбыт. И нам нужно иметь не только сырье, да, но и производство, чтобы мы что-то производили. Соответственно, и этим нужно еще управлять, планировать. То есть нам нужен а-ля какая-то платформа Госплан. И нам нужен Госснаб. Отдельная структура по снабжению. У всех министерств забрать все бюджеты, все нацпроекты. Ничего там не должно быть. Никаких денег. Только зарплата сотрудникам министерства. Пересмотр, кстати, нужно провести в госкомпаниях, распределение по министерствам. Мы с вами посмотрели, какие министерства у Китая и были у Сталина. Соответственно, примерно такие же министерства нужно определить с учетом рынка сбыта, да, что нам необходимо сейчас. Вот я ввожу, да, сбыт, рынки. Вот. Соответственно, вот та структура, которая сейчас существует, это вот это, да, пожирней. Вот это с буквочками А, она нам не принесет. У нас маркетинг — это буквочка Е, которая поймет внутренние рынки, внешние рынки. Спрос, предложения должны все изучить, как мы брендировать вообще нашу страну будем, а куда, зачем, определим там миссию, стратегию. Стратегия — это тоже Е. На основании стратегии мы понимаем, как построить госплан и как построить Госснаб по всем направлениям деятельности от маркетинга, да. Для того, чтобы этим всем управлять, у нас должна быть архитектура управления. То есть мы с вами строим систему, состоящую из оргструктуры по потокам. Мы должны будем связать все наши министерства между собой. Чтобы у нас был не окр, нам нужно на верхний уровень Российскую Академию Наук поднимать. РАН. Это должна быть вообще отдельная структура. И она должна быть на уровне Госплана, Госнаба. Это высший, скажем так, орган управления будет. Но если вот по-простому, сейчас я нарисую. То есть первый уровень управления здесь это там президент, он занимается стратегией. А под ним должны сидеть не вот эти вот законодатели, они как бы сбоку, да, вот они пусть остаются, кстати. Судебная власть остается. Законодательная власть, Госдуму, кстати, Госдуму надо поделить на 3 части. Раз, два. Это вот Госдума. Из нее превратить настоящий экспертный законодательный орган, состоящий из 3 партий. И там не 480, или сколько там голосов. А вот идет голосование на 6 лет, да, выбрали 3 партии власти. И в каждой партии должны быть реальные эксперты и спецы, которые понимают в предмете вопроса каждого министерства. То есть у нас будут министерства, да, X, сколько-то их, ну это надо разбираться от маркетинга, стратегии, там, миссии. Министерства. И вот сколько будет министерств, столько должно быть в каждой партии
экспертов. То есть если приравнять это к бизнесу, мы понимаем, что производственник должен понимать в производстве, продажник в продажнике, конструктор в конструкторе. Если у нас министерство там по редкоземам каким-то или там по здравоохранению, четко в Думе должен сидеть в этой партии, которую избрали, и выбирается только 3 партии. Вот набрали голосов там больше всего, и у них равные голоса. У них у всех 33. 33. Как, знаете, есть 3 владельца компании. 33%. Только не 480, а 3 голоса. То есть министерство, если вырабатывает какое-то на основании стратегии на год министерство готовит свои внутренние тактические планы, а Госплан, он делает стратегические планы. Госплан и Госснаб. Госснаб. А ЦБ делает то, что говорят ему Госплан и Госснаб. Для развития через министерство. Министерство — исполнительная власть. А министерства выносят свои какие-то там предложения, законы, а в Госдуме сидят каждый по своему направлению. И вот 2 голоса проголосовали или там 3 за, все, приняли законы, поехали. И их равноправие. А не так, что сейчас одна партия занимает 85%, любое предложение выносишь, 85% блокирует. Но это отсутствие конкуренции. Когда отсутствие конкуренции в бизнесе, это монополия, все мы знаем, к чему это приводит. Это рост цен, сила влияния. Поэтому вот в Госдуме надо тоже делать 3 голоса. Вот, соответственно, у нас у президента стратегия. Также президент работает с губернаторами. Это губернаторы. Они тоже занимаются стратегией. Совет Федерации я бы всех отправил бы в областя, так как они каждая своя федерация. Вот здесь Совет Федерации. И они в каждой своей области занимаются тоже операционкой. То есть у нас что получится? Операционная, ну, исполнительная власть. Операционная — это Совет Федерации по областям. И министерство — это тоже операционка. Операционка. Это по ДИЗИСу буквочка системно управлять П и ПА. Это ПА. Совет Федерации тоже ПА. Он занимается операционкой на уровне Федерации областей. Губернатор занимается ЕИ. Это стратегия и объединение. Президент ЕИ не занимается больше никакой тушением пожаров, Машенька и все такое. То есть, соответственно, Госдума занимается системой. Причем Е должно быть. Госплан — это АЕ. ЦБ — это ПА. Они дают деньги под то, что Госплан распланировал. Госнаб управляет деньгами, теперь не министерство. То есть все деньги в Госнабе. Госплан написал относительно стратегии, да? Центробанк распределяет четко. Причем делаются двухконтурные деньги, да, 2 контура. Первый, второй, да? То есть это инвестиции, первый контур. И второй контур — это наличные. Наличные. Вот. Госплан делает какую-то платформу ОСАГ. Я не знаю. Причем в это ОСАГ входят и госкомпании, и частный сектор. Госкомпании и частный сектор. Это те организации, которые в 90-х строили в СССР, да, там при 1929-54 в Союзе, а сейчас это находится у участников. Нифига, они должны тоже туда уйти. Все, что в рамках страны, в первую очередь делает, остальное это уже на продажу, все, что свыше. То есть Госплан, ОСАГ, да, вот, через ОСАГ госкомпания работает, частные компании. Операционка проверяет на местах Совет Федерации, как работает в области, губернатор стратегии, президент стратегии. И тем самым, если вы заметите, у нас все витамины есть. Госдума АЕ, ПА у министерств, они превращаются
системщиков и результатчиков. Госплан АЕ, Госнаб, Госнаб АЕ, ЦБ как финансисты работают. Вот. Вот такая должна быть система управления и оргструктура нашей страной. И про РАН забыл сказать. РАН, то есть вот Госплан, Госнаб и РАН тоже здесь на уровне под президентом. Российская академия наук. Это развитие страны. Вот они подчиняются напрямую президенту. И, кстати, в министрах, если вы посмотрите, там под министром еще какие-то зампредседатели, лишнее звено, их надо убирать, они не нужны. Сразу напрямую министру подчиняются министры, которые распределены, возможно, по той идеологии, как у Китая, Сингапура или как было при Сталине. И тогда у нас, возвращаемся в ПАЕ, да, у нас тогда все витамины, вот я их закрашиваю, ПАЕ, все будут работать, а не только как сейчас. И мы с бюрократией, с такой системой архитектуры управления идем в рассвет. Ну, система, вы помните, да, состоит из оргструктуры по потокам, то есть в каждом министерстве нужно это все выстроить, в каждом госплане их услуга, продукты, соединить с планами у всех внутренними, с финмоделью и операционно этим управлять. И тогда начнется рост нашей страны. Вот такие выводы касаемо первого пункта архитектуры управления, блока 1, оргструктура по потокам. Идем дальше к пункту 2. Что касаемо второго блока, блок 2, это планирование. Ну, из структуры по потокам мы с вами получили, что должна быть стратегия. Стратегия. Это делает у нас ОСАГ, Госплан, там, как вам больше нравится. На основании понимания рынков, маркетинга, Российской академии наук, работы губернаторов, президента на стратегическом уровне. Дальше из стратегии у нас рождаются планы на год, соответственно, да, по которым работают все министерства. Вот. На основании этого плана на год мы понимаем, сколько должны закупить. У нас теперь Госснаб закупает. Госснаб. Ну, соответственно, ЦБ выдает Госснабу все эти деньги на реализацию этих проектов. Ну, по истечению периодов, как и в производстве, планирования, год, квартал, месяц, отчет о выполнении. И все это по каждому министерству, по каждой госкомпании все идет теперь от стратегии. А не как сейчас, если мы почитаем положение всех министерств, они сами себе пишут бюджет и план на год, план и бюджет. Идут со своим планом защищаться в Госдуму, хотя там сидят не специалисты по направлению. Вот этого шага не должно быть. Стратегия, план, и так как они исполнительная власть, министерство принимает к исполнению, взаимодействует с Госснабом, деньги ЦБ дают только Госснабу, никаким министерствам, никаким нацпроектам, все здесь деньги. И чистый отчет министерства и Госнаба, и ЦБ о выполнении работ перед Госдумой, потому что в новой Госдуме, как мы с вами нарисовали, в новой Госдуме, да, это новое, у нас будет сидеть 3 партии, в которых будут четкие специалисты, относящиеся ко всем министерствам. Тут будет у нас там 26 министерств, как в Китае. В каждой партии должно быть из 3 26
экспертов по направлению. Ну или по 2 на направление, чтобы посоветоваться. Кто-то в отпуск ушел, не знаю. То есть 52 человека в каждой партии. И тогда будет Госдума работать не просто как сейчас, а реально эксперты будут отвечать за выполнение. Они, по сути, будут контролировать министерство, чтобы те выполняли годовые планы, которые им спустили от стратегии, а не то, что они сами себе написали. Потому что в бизнесе мы знаем, если когда человек сам себе пишет план и бюджет, и как это было в 60-х годах, когда Воловку ввели, то идут приписки, презентации, отчеты, сам себе написал, сам себе исполняешь. Ну, это вообще не то. Результат будет нулевой, затратный, много денег будет уходить в пустоту. Так что цепочка сквозного планирования должна идти вот как здесь мы с вами нарисовали. Переходим к следующему, к бюджету, к финмодели. Третий блок архитектуры управления. Переходим к третьему блоку архитектуры управления. Это у нас управление финансами и финмоделью. Ну, смотрите, здесь мы помним, да, что доходы у нас состоят из нефтегазовых 10 и 29 с копейками не нефтегазовые. Из чего они состоят, повторяться не буду. Все это обсудили ранее. Давайте для примеров посмотрим, как же и из чего состояли раньше бюджет нашей страны. Сравним с бюджетом, кстати, Китая, сколько он вкладывает в ненефтевой сектор в развитие народного хозяйства, как это называлось в СССР, и также сейчас называет это Китай. Давайте посмотрим еще раз. Есть в открытых источниках вот такая картинка, из чего состоит бюджет 2021 года. Ну, вот на тот момент это было 20 триллионов, расходы 19. Социальная политика, оборона, экономика, безопасность, здравоохранение. Ну, вопрос не в этом, вопрос доходы, да, вот смотрим, 36,7 нефтегазовые доходы, 22% это внутренний НДС, 15% импортный НДС, налог на прибыль, ну и все мы детально рассмотрели, добавилась куча всяких сейчас акцизов, сборы, из чего состоят доходы Российской Федерации. Теперь давайте посмотрим, из чего же состоял бюджет для сравнения. Это бюджет, картинка, правда, не очень качественная, но мне главное донести. Вот смотрите, структура доходов государственного бюджета СССР в 1950 году. Был раньше такой налог с оборота, это как раз-таки с компаний, которые что-то производят добавленную стоимость. 56 или 55%. И отчисления с прибыли предприятия еще 10. То есть это получается там, 65 или 66% доходов страны в тот момент это была добавленная стоимость. Смотрим дальше. 85 год я нашел отчет. В 85-м тоже 56% составляло. Видите? 85 год. 56%. Нашел еще 89-й. То есть до распада СССР. Вот, налог с оборота 23. Отчисление прибыли предприятий 23. Ну, то есть 46 опять, да? 46%. И смотрите, доходы от внешней экономической деятельности 14%. Это вот здесь где-то была нефть спрятана. 14% нефть на тот момент от бюджета. И 46% в 1989 году с производства, с дохода добавленной стоимости. Это все те предприятия, которые в 90-х годах, когда проводили вот эту ваучерную махинацию, семибанкирщина, или как она называется, в 96 году, когда отдали все предприятия за бесценок. По сути, все эти предприятия надо, как в бизнесе, переоформлять все заново, и ту прибыль, вернее, не прибыль, а ту стоимость, которую они там заплатили, как говорят источники, от 1 там, до 5% реальной стоимости
предприятия, которые строили с 29-го, там, а может быть, с начала века всей страной, и в 90-х годах за 1-5% получили то, что стоит 100%. Ну, либо, как я слышал какого-то политика, например, эти 1-5% стоимости им оставить, а остальную стоимость забирает себе государство, и доходы страны тогда увеличатся на вот эти 46%, которых сейчас не хватает. Если в нашем случае сейчас занимает, допустим, нефть 10 триллионов, и это 14%, да, то представляете, 46% чисто математически, без всяких там углублений, еще 3 раза, 3 дохода. То есть, по сути, просто вот без углубления еще можно получать порядка 30 триллионов бюджет к этим 40, то есть 70 триллионов. Поэтому точно надо возвращать. Вот смотрите, опять вернемся к текущему, да, это 25 год. К текущему, к 10 триллионам добавить то, что как бы в 90-е годы непонятным образом перераспределили бизнес. Сюда добавится 30, и тогда не нужно тут повышать налоги, утильсборы, все это дело остальное. То есть тут так же, как мы сказали, нужно добавить доходы от госкомпаний сюда же в эти ячейки, чтобы видно, сколько они приносят доходы и прибыли. Потому что они тоже участвуют ну, в каждом бюджете компании, если производство, там 5 производств, мы ведем их все в одной копилке. Соответственно, если они входят в копилку в одну, они должны здесь быть. И тем самым, вернув ту историю 90-х годов, я думаю, что бюджет можно там с 40 до 80 триллионов точно увеличить. Соответственно, мы можем больше вкладывать вот в расходную часть. Ну, детально сами расходную часть посмотрите. Еще такое, на что я обратил внимание. Вот я выделил 2 триллиона 467 общегосударственные вопросы. Это деньги, которые выделяются на обслуживание госаппарата. В источниках изучал с 1929 по 1954 госаппарат составлял от 800 тысяч до 1,5 миллионов. В 60-х пришло, и потом 1,5 миллиона так и держалось до 91-го. Потом с 91 по 2000, так как 15 республика распалась, остался госаппарат около миллиона. И вот с 2000-го он начал опять расти. И я слышал, что сейчас он вырос. Разные данные. Кто говорит 3-4 миллиона человек, кто говорит 5 миллионов. Только на минуточку, сейчас одна страна, 3, 4, 5 миллионов. И 1929-54, там было 15 республик, и там было от 800 до 1,5 миллионов госаппарата. И там, извините меня, индустриализацию проводили. Поэтому вот эта цена стоимости госаппарата 2 триллиона 467, мне кажется, она завышена. С ней тоже, если настроить оргструктуру по потокам, внедрить архитектуру управления, то, что мы с вами в первом блоке обсуждали, перестроить все, уменьшатся отчеты, уменьшатся лишние взаимодействия, все будет четко и понятно, и тогда операционные затраты уменьшатся в 2 раза. Я думаю, что половину этой стоимости и уменьшить можно госаппарат, и половину этой стоимости пустить куда-нибудь в развитие или там в социалку, не знаю, в образование, народное хозяйство. То есть здесь тоже надо работать, потому что штат, конечно, на одну страну больше, чем на 15, почти там в 3 или в 5 раз. Это очень затратно. Вот что хотел вам сказать. Еще последнее покажу. Вот смотрите, структура экспорта в бюджета. Вот вверху, смотрите, 40-й, 50-й, 65-й, 70-й, 75-й, 80-й. Это выделено топливо и электроэнергия. Вот смотрите, в 40-м 13,2, в 50-м, когда провели индустриализацию, 3,9, в 60-х, когда построили трубу «Дружбу» при Никите, 17,2 уже стало экспорт, 15,6 в 70-м, в 75-м 31,4 экспорт сырья, представляете? В 80-м 46,9 и в 81-м 50,2. То есть вот
кто не верит, что индустриализация дала большой толчок, вот повторюсь еще раз, в 50-м 3,9 экспорт сырья. Почему без нефти мы тогда развивались? 3,9 мы не продавали даже столько нефти. И в 81-м мы дошли до 50, до 50% с 3,9. Представляете, рост в 15 раз. Также сейчас мы сидим на сырьевой игле. И еще один документ хотел показать. Смотрите, вот посередине Китай, 2011 год данные, он вкладывает в развитие промышленности 29,8. При Иосифе, вот 36 год, 46,9 в развитие, индустриализацию вкладывали денег, расходовали. И смотрим 2014 год, 13% в России вкладывают в развитие промышленности. Конечно, сейчас 26-й, но если по 13 вкладывали, то, конечно, промышленность не будет развиваться, так и будет сырьевая экономика. Ну и вот внизу вы видите, да, СССР 46,9, Китай 29,8, РФ 13,1. Поэтому перестраивать полностью нужно бюджет, разбираться, как вот есть в компании, да, калькуляции, себестоимость, БДР, БДДС, вот это все нужно связывать со стратегией, с программой. То есть все вот как делается в компаниях, то же самое нужно делать на уровне страны, чтобы все это было интегрировано, понятно и прозрачно. Переходим к четвертому блоку — оперативка. Смотрите, четвертый блок кто хочет детально посмотреть, что это такое, у меня есть отдельный ролик, но я считаю, здесь, чтобы операционная деятельность работала на уровне страны, я зачитаю тезисы великого человека, да, который построил, это и будет четвертый блок — операционная деятельность, который построил Сингапур, создатель экономического чуда. Он был первым премьер-министром острова и оставался на своей должности 31 год. За это время Ли Куан Ю превратил Сингапур из страны третьего мира в одну из самых процветающих экономик мира. В среднем за годы его правления ВВП ежегодно рос на 6,9%, а ВВП на душу населения увеличился за 31 год примерно в 50 раз. Представляете? И вот что он говорит про операционное управление. О госуправлении. Знаете, лучшее средство от критики такого рода — хорошая доза некомпетентного управления. Как только вы это получите, навести порядок в Сингапуре уже не удастся. Шалтая-болтая уже не собрать. Активы и недвижимость обесценятся, кресла под министрами зашатаются, безопасность окажется под угрозой. А женщины выстроятся в очередь за черновой работой за рубежом. Я этого не допущу. Следующий его тезис про госуправление. Если ты поверил в демократию, твоя вера должна быть безусловной. Если ты веришь, что человек должен быть свободным, то представь ему свободу собраний, свободу слова, свободу публикаций. Мы понимали, что если бы у нас были ресурсы соседних стран, мы бы пропали, так как мы не смогли бы предложить миру ничего уникального. Поэтому нам пришлось сделать что-то особое и сделать это лучше, чем у других. И третий тезис о госуправлении. Если неправильно управлять этой страной, все умные люди уедут. Не самые умные, не самые образованные не могут уехать. Они оказываются в положении филиппинцев или индонезийцев. Такова жизнь. И еще о людях. Такой тезис он сказал. Мне ни к чему аморфное, инертное общество, готовое поддакнуть каждому моему слову. Такое общество бездушно, безжизненно. Я жду, что вы начнете думать, а не просто выкрикивать устаревшие лозунги. Начните думать. Начните, люди, думать. Это его была миссия, парадигма, цель, которая позволила Сингапур сделать такой страной. И об истории страны короткий тезис. Чтобы разобраться в настоящем, это касаемо моего ролика 1929-54 года, где я говорю, что можно использовать лучшие практики сейчас в 26-м. И вот как он рассуждает об истории, что история не всегда плохо. Чтобы разобраться в настоящем и не бояться будущего, человек должен знать прошлое, историю своего народа. Важно не только быть в курсе происходящего, но и понимать, почему это происходит именно так, а не иначе. Это справедливо как для отдельных личностей, так и для нации в целом.
Личный опыт человека определяет, что ему нравится, а что нет, чего он ждет с радостью, а чего боится. Точно так же живет и нация, играет роль ее коллективная память, полученные сообща уроки от событий в прошлом, которые приводили ее к успеху или провалу. Если какие-то эпизоды напоминают пройденные уроки, нация также с нетерпением ждет их или страшится их развития. Вот об этом он здесь и говорит, что используйте лучшее и не используйте плохое. И закончу четвертый блок. Как рассуждали японцы после того, как в 50, получается, 4-56 году закрыли все проекты команды Иосифа Сталина. Хироши Терамачи, основатель компании Тоха Сеика. Это он писал о методах управления в те года с 1929 по 1954. В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы стали еще умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 году мы поумнели, а вы превратились в 5-летних детей. Вся наша экономическая система скопирована с вашей. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры. Так что, господа граждане, руководители, бизнесмены, управленцы, вот смотрите всегда на эти слова и что думали о тех инструментах управления и к чему пришли японцы сейчас, да, китайцы брали и пародировали министерства, методы управления, инструменты. Так что давайте возьмем все самое лучшее и используем в перестройке системы управления и оргструктуры нашей страны. На этом мои выводы по 4 блокам: оргструктура по потокам, сквозное планирование, финансовая модель бюджетирования, операционное управление закончены. Делайте дальше вы свои выводы, свои предложения, пишите в комментариях. И я надеюсь, получится синергия. Данный ролик, он не про политику, он про ответственность и систему под названием архитектура управления. Я поделился с вами этими 4 инструментами для того, чтобы вы использовали ее в своей деятельности. 13 роликов позади, мы увидели все. Как не надо управлять на заводе, это первый ролик кейс с тепловозами. Почему так вышло с методами управления в нашей стране, это история с 2001 по 2026 год. Как работало управление в индустриальный рывок, это 1929 год, 1955. Как собрать это у себя в компании, это 4 кирпичика архитектуры управления. И как выглядит система в масштабе целой страны. Об этом этот ролик. И мы с вами выдвинули гипотезы и решения для реинжиниринга. Решать дальше уже не нам, что делать с нашими предложениями к улучшению. Друзья, это видео, завершающее в мини-сериале трилогии про управление страной. Я сказал все, что хотел сказать на эту тему, и возвращаться к ней больше не буду. Мой канал про управление компаниями, производством, людьми и про обучение руководителей. Здесь я эксперт, здесь я приношу реальную пользу. Кому это близко, остаемся вместе на канале и работаем дальше. Кто ожидает политики, ее на канале не будет. Спасибо за понимание. Для всех, кто дошел со мной до конца первого плейлиста, напишите в комментариях свои мысли от увиденного во всех 13 сериях первого плейлиста. Задавайте вопросы, какие проблемы и боли не можете сейчас решить у себя в ваших компаниях или бизнесе. На самые интересные запросы отвечу или сниму даже отдельный ролик с разбором ваших проблем, предложу варианты решения. Предлагайте темы для обсуждения в следующих роликах об управлении компаниями и бизнесом. Что бы вы хотели услышать, какие боли не можете долго решить. Обсудим, как их вам решать. Ваша обратная связь – это двигатель для роста вашего бизнеса и вашей компании, и также моего канала. Со следующей недели запускаем второй плейлист «Система подготовки руководителей». Будем нарабатывать навыки управления и опыт для всех уровней иерархии. От станочника до мастера, от мастера до начальника цеха, от начальника цеха до директора производства и от директора производства до генерального директора. И также выстроим взаимосвязь генеральный директор-собственник. Прокачаем каждую управленческую роль. Приятного просмотра, роста и благополучия вам. Быть сильным руководителем – это ремесло. Ему можно научиться. До встречи.